Это Шона, микрофон. Маршал Дума Сага приветствует всех. Херский приветствие, приходите свободно. Слава Богу, Ибрагим, мы можем на любом языке разговаривать, не то, что на русском. Но на сегодняшний день можем разговаривать на всех языках. Например, на всех европейских языках. Да, например, на всех европейских языках. Да. Ну, короче, да. Аудиторию можно большую цеплять. Просто проблема в том, что вот это из-за промывки мозгов наше общество, которое, казалось бы, сегодня так, овладело вот таким вот огромным потенциалом вот, в языковой сфере, получилось так, что из-за промывки мозга, из-за того, что наше общество не смогло самоорганизоваться на фоне вот этой такой информационной войны, да, против нас со стороны Русни, мы вот мы проигрываем, и всю вот эту свою общественность, всех своих соотечественников, которые имеют, казалось бы, этот потенциал, мы их профукали, грубо говоря. То есть получилось так, что через вот эту пропаганду этих идеологий, вместо того, чтобы быть полезными своему народу, эти люди, они наоборот, как бы наш враг умудрился их поставить на рельсы, чтобы они стали вредными, да, для своего народа. Ну или в лучшем случае вообще никакими. Ибраим, у тебя что-то микрофон там трещит, не знаю, что там, если что, отрегулирую, да? Все, сейчас. Вся беда в том, что эти бывшие союзные республики, государства только русский язык понимают, и нам приходится говорить и объяснять только русскоязычных, кто понимает. Но я хочу отметить, сегодня государства, как Армения, Киргизстан, Узбекистан, там, которые сейчас уже подрастающее поколение, они почти не знают, вообще не знают русский. У них уже язык второй английский. Но нам пока вот есть то, что есть. Будем решать, конечно, если гости зайдут, мы на любой язык можем сегодня общаться на любом. Здесь есть и которые английский знают, французский, немецкий. Ну, так как общее большинство... Абак, в 95-й год, я помню, в одном месте я наткнулся на журналиста с Франции, из Удели, женщина была она, и переводчика не было там, и она что-то там спрашивала, и мы не могли друг друга понять, вот. И прошло 20 лет, по-моему, да. Уже по 30 даже. Да, уже 30 лет, это уже прошло, но я оказался во Франции в 2003 год, да, Лиза? В 2003 году, и потом, когда я начал учить язык, я некоторые слова, что она спрашивала, вот эта журналистка, у меня в голове остались, я только тогда это понял, что она меня спрашивает. Ты заметил, у французов большинство, когда они общаются, жестикуляция много, руками. Да. Знаешь это почему? Да. Вот вот все эти экстранжеры, которые приезжают, они вот и руками, ногами, языком
тебе объясняют они от души. Ты, наверное, вначале помнишь, там, что это Да. есть. Из-за этого. Сегодня самое главное нам донести все это, нашу проблему до общества. И Да, до мировой общественности побольше людей, чтобы понимали, что происходит. Меня сейчас получше слышно, мой микрофон. Мы сейчас... خذ وحاول تعمل كرشيرة خيش ده توجع. Все. нормально. Короче, тема сегодняшнего эфира евреи, кругом одни евреи. То есть, Еще раз евреи. кстати, Элды Вишны, надо тоже сейчас подключить его, чтобы он наших еврейских друзей пригласил, русскоязычных. Нужно вот эту тему чуть-чуть разъяснить, что здесь происходит, потому что вот пару дней назад это было, по-моему, да, или вчера, позавчера, на просторах ТикТока вот эти вот темы, ну не только пару дней назад, да, и пару дней назад это, и каждый день это, то есть есть вот какие-то... Да, опять шум у меня, да? دحيقلش 100 ساعة пакет, дحيقلش микрофон хиток. Ну и я просто еще за рулем не успел до пункта назначения. Из-за этого, из-за этого, когда шнур болтается или бывает Ну, такое. вроде шнура у меня нету, может это... Так, посмотрим сейчас. Может это просто шум. Это твои, как это, поклонники тебя глушат, наверное. Короче, если вообще будет плохо слышно, говорите. Пока только вот так я могу. Нормально так-то, никаких проблем, слышно все. Одним словом, вот на просторах этого интернета, в ТикТоках, в Ютубах, в Телеграмах, я не знаю, во всяких Фейсбуках, Инстаграмах идет какая-то тема антисемитская, антиеврейская, вот эта вот тема. То есть ее искусственно создают в чеченской среде. И надо вот показать, то есть, потому что мы альтернативного мнения люди, да, у которых вообще с еврейским народом, с еврейским государством никогда не было каких-то, я не знаю, негативных, скажем так, отношений, да, там, или моментов, где мы где-то негативно сталкивались, я не знаю, друг с другом. Вот при абсолютном отсутствии вот такого, вот эти вот, откуда растут ноги вот этих вот негативных настроений. И это очень такая активная деятельность, да, и это огромная проблема. Вот эту ситуацию, если ее каким-то образом не, скажем так, попытаться хотя бы частично, скажем так, погасить, да? Ну или же должны быть люди, которые имеют альтернативное мнение. То есть они есть, эти люди, но в интернете их нету. И получается, что вот эти всякие непонятные провокаторы со своими религиозными темами, со своими исламскими государствами, которые вливают в чеченское общество вот эту тему антисемитизма, она получается, что как бы ложится таким пластом на весь чеченский народ. И потом все равно как бы при отсутствии альтернативного мнения или при отсутствии людей, которые, скажем так, озвучивают альтернативное мнение, и у евреев, и у
мировой общественности создается вот такое впечатление, что у нас мы вот какие-то жамшуты, которых вот так вот, я не знаю, против там, евреев во всем мире там настраивают, которых, как, я не знаю, как каких-то маленьких деток, где-то играющих в песочнице, можно вот так вот обдурить, там, использовать и так далее. И вся проблема вот в основном, да, вот сейчас, которая усилилась, да, вот эта проблема, она именно в религиозной составляющей. Да, при Советском Союзе эта тема полностью пропагандировалась через средства массовой информации, потом всякие вот эти слухи пускались, антиеврейские настроения, там, жиды, не жиды, вот такое вот, да, ну, плюс 32 сразу это самое осуждаю, да, ну, я просто цитирую, да, как это распространяли при Совке, ну, русские, скажем так, да, государства образующие. И потом уже с приходом, когда уже началась там русско-чеченская война, именно в чеченскую среду это дополнительно было втюхнуто, грубо говоря, да, ну или внедрено, если так правильнее высказаться, внедрено через именно религиозную составляющую, то есть через идеологический вот этот вот фактор. То есть там евреи, враги Аллаха, там, их надо убивать туда-сюда, вот такая вот тема, она еще как бы усилила вот эту пропаганду совка, которую вливали, постоянно показывали какие-то темы. Я не знаю, сейчас у админа есть или нету, вот ролики при совке, как они настраивали там, против евреев всю общественность. Так, у нас что-то маловато сегодня слушателей. То ли, короче, у нас так, пришли видео, пишет админ. А вот тоже еврея-ненавистник пришел, Дон Ахча, сунжинский казак. Так, видео, сейчас я попробую прислать. Спикер, чтобы подключиться. Ну, наши вообще антисемит, вот конкретный антисемит. Да, что-то у нас зрителей маловато, то ли мы в таком, как называется, теневой бан. Туда мы, по-моему, не выходим, да, на первую страничку. Чтобы листающие ТикТок могли нас выявить. Так, Мечаути, Элги, Дишни надо тоже подключить, чтобы он немного гостей привел к нам. Вот когда я к этим исламистам заходил туда, вот этот Ибраим, Ронин там и другие, они там пропагандировали как раз вот эту вот тему, да, там антиеврейские настроения. И вот так вот русский демократ, сейчас он пропал в ПАСЕ, тоже вместе с русскими демократами, там, я не знаю, во главе с Ходорковским и так далее. От имени русских демократов они сейчас проникли в это ПАСЕ, чтобы там как бы пропагандировать, как мы понимаем, да, ну как бы кому, как не нам знать, что они, какие у них цели и что они будут там делать. И вот этот русский демократ Кутаев, этнический чеченец, да, ну в любом случае позиционирующий себя таковым, он
один из тех, кто распространяет в чеченскую среду вот эту антисемитскую тему, антиеврейскую. То есть распространяет настроения антиизраильские, там, и в целом антиеврейские. И он сам является официально русским, российским демократом, то есть выступающим от России в ПАСЕ, ну или еще пока не выступающим, но он уже принят туда, как бы, да, как русский демократ. И вот этот русский демократ, он в чеченскую среду пропагандирует вот эти вот антиизраильские, антиеврейские настроения. Человек, которого там, я не знаю, кто его поддерживает, там, именно на этой теме, скажем так, базирующиеся провокаторы, вот они могут его как бы тоже поддержать, да, там безликие какие-то вот. Но там, так, один момент, мне позвонили. Люди из чеченской среды, которые, там, я не знаю, нормально вменяемое общество, они вообще этого русского демократа знать не знают. И вот он от имени чеченцев, то есть, во-первых, от имени чеченцев этот провокатор создает такую, скажем так, негативную среду, да, вот, или такую атмосферу, что вот он от имени чеченцев там распространяет или там доносит чеченскую, скажем так, чеченские настроения, да, вот якобы чеченцы там антиеврейские у них настроения, и потому что он это говорит от имени всех, мы, кому никак не нам знать там о чеченцах, то есть от имени чеченцев это говорит русский демократ Кутаев. Тем же самым занимается его коллега Тумсо Абдурахманов, работавший в УП «Электросвязь», которого прислали его этот начальник Шмаков там совместно, которого вот они подготовили, прислали в европейские страны, чтобы они распространяли вот эту тему исламизма, тему антисемитизма и так далее. То же самое, вот, и он распространяет это в чеченской среде, то есть вот происходит вот это, именно вот такие вот нашпигованные, короче, люди, да, там, явные провокаторы, засланцы. Вот они как раз таки раскручивают вот эти вот темы, и создается такой образ в среде нашего народа, что вот чеченцы там необходимо и очень важно развеять, то есть эти мифы, вот эту вот пропаганду, ее необходимо развеять. Ладно, я монолог веду на вот этом эфире сейчас, в данный момент. Зрителей у нас маловато, мы стопудово, наверное, в этом бане находимся. И я даже не знаю, может нам перезапустить эфир. Добрый вечер. Ага, вот гостей не заметил. Добрый вечер, Машу. Уходите свободно. Добрый вечер, Маша Войла. Понимаешь, вот пару дней назад это было, или вчера, или позавчера, я уже там немного запамятовал, могу ошибаться. Это мой тезка здесь в интернете такой есть, Ибрагим, который налепил себе туда символику там Евросоюза на аватарку. Ну, он как бы меня взял в друзья, и я в ответ его принял, и у
меня вот высветилось, что он там где-то ведет эфир, я захожу туда, и вот там они пропагандируют вот эти антиеврейские настроения, да? Там какие-то опросы проводят, или какого-то то ли говнюка, то ли, я не знаю, какой-то старый там, который хаит евреев. А, у меня шум, да? Ну, извиняюсь. Да. Ну, говорите. Такое Вот. исключение. Да, хорошо. Я как раз скажу по поводу этого товарища. Этого жука я знаю, ну, как минимум 1,5 года. Его друзья одноименные Ранин, дядя Тимур, еще гвардия непотопляемых, которые выплескивают все свое желчь, всю свою ненависть выплескивают Роман, который там тоже находится, Мадина, которая там тоже находится, выплескивают всю свою желчь по отношению к евреям, хотя сами далеки даже от своей родины все живут. Один живет в Германии, другой живет в Казахстане, еще один живет в Чехии. Все куда-то разбежались. Но почему-то во всех бедах всего мира виноваты евреи. В Казахстане виноваты евреи, в Чехии виноваты евреи, в Германии там тоже виноваты евреи. И вот они сидят целыми днями. Ронин ведет баранку. Точно так же, как и товарищ тезка тоже целыми днями за баранкой. И вот так они проводят время, хая Израиль, евреев, называя нас полукровками, уродами, убийцами, всем чем угодно. Но да, знакомы с этими обезьянами, знакомы. Не, вы знаете, их очень много развелось. И там вот с ними присутствовал один человек тоже. Потом меня после уже... Сейчас меня получше, наверное, слышно, да? Всем Да, добрый да, вечер. супер. Да, Добрый вечер. Добрый вечер, Маршо. Приходите сюда. добрый вечер, Маршал. Маршал, добрый. Маршал. Хотела бы сказать, дополнить вот Маюш. Да, я громко не буду говорить, потому что наушники сильные, и будет крик. Хочу дополнить вот Майи, что на самом деле, да, есть такие люди, которые позбегали со своей родины и просто не хотят защищать свою родину, а лезут в другую страну. Лезут просто нагло в другую страну, оскорбляя этим же самым людей с этой страны, то есть евреев. И есть очень много людей, которых я лично за 2,5 года знаю, находясь здесь в ТикТоке, которые называют себя чеченцами, но на самом деле я их близко не вижу как чеченцев, потому что я знаю, кто такие чеченцы. Я родилась в Грозном, и я знакома с настоящими чеченцами. Поэтому все, которые заходят в ТикТок и говорят, что они чеченцы, но не живя в своей стране и не сражаясь за свою родину, не сражаясь за свою Ичкерию, просто лицемеры, которые лезут, опять-таки я скажу, в чужую страну, не защищая, не освобождая свою страну. Я считаю это большим лицемерием и предательством своего народа. Спасибо. Спасибо вам тоже за это высказывание ваше. Вот там был среди них один участник. Он был работником, да? Вот в основном, что здесь интересно, именно вот такие какие-то фигуры, да, вот, я не знаю, работавшие там в оккупационном режиме, вот ныне, сегодня
сегодняшний оккупационный режим, да, вот как наше государство полностью захватили, насадили там вот эту систему, там кадырка, мадырка, поставили эту марионетку и как бы закрепили вот эту систему. И люди, которые в этой системе работали против, скажем так, своего народа, да, против нашего сопротивления там, и так далее, вот они, большинство это у них вот так вот ярко выражено, там, выпирает там, вот это вот антиеврейское, там, антисемитское, вот такое вот. И вот такие вот люди, они в основном распространяют это. Вот я вчера, ну, позавчера это, по-моему, было, да, там у них в эфире тоже высказываюсь. Почему, вот вопрос, да, он открытый для русских всех и сейчас. Если русские там поддерживают палестинцев, если они так их любят, если они так за них заступаются, почему они вместо того, чтобы там, я не знаю, построить для них какой-то городок, построить для них даже целую республику на своих бесконечных просторах, берут этих людей, провозят через всю Российскую Федерацию и сажают их в Чеченскую Республику и, даже организовали там, скажем так, зарегистрировали там некую как организацию автономия, палестинская автономия. И получается так. У меня есть ответы на каждый ваш вопрос. Ну, да, можете Да. говорить. У меня есть ответы на каждый ваш вопрос. Я еще, ко всему прочему, буду очень рада, если Дон Ахчи, Дон сможет подняться наверх и задать вслух все то, что он пишет здесь внизу, чтобы я могла раз и навсегда поставить крест на всей его писанине. Да, лучше не утомляй вот этот чат, поднимись наверх, и я тебе поставлю пехоту. Извините меня, да, за резкое высказывание, но я бы тебе с удовольствием поставила бы пехоту. По поводу того, что происходит на протяжении 30... Извините. Я просто хотел Вы что-то сказали? чуть-чуть прокомментировать. Кстати, вот этот Дон Ахча, он тоже один из тех, кто среди чеченцев пропагандирует вот эту вот тему. Вот именно, я не знаю, вот что у него за проблема, я не пойму, там, с евреями. На Сунже там где-то жили на чеченских территориях, потом после развала вот этого совка, когда мы устанавливали свое государство. Марша всем. Машу. Ибрагим, но если по истории... Ибрагим, но если по истории взять разобраться, это во время революции их поселили на берегу Сунжи, казаков поселили. Амика, не в этом суть. Амика, не в этом суть. Я Суть в том, понимаю, что не в этом суть. вот этот человек делает провокацию. И я бы с удовольствием тебе бы сделала бы пехоту и бомбежку по всем твоим пунктам. Так что, если душа в силе, поднимайся наверх, мы пройдемся по каждому пункту. Я с удовольствием это сделаю. А можно я новости скажу последние? Ибрагим, вас интересует? Давай. Значит, Израиль бомбит нефтяные скважины Ирана. Израиль бомбит нефтяные скважины Ирана. Вот в данные вот эти моменты по нефти Израиль ударяет. Дон Ахчи, вот эти провокаторы, Марш Дуонштегер, говорит свободно, еще раз, вот эти провокаторы
нагнетают вот эту антиизраильскую пропаганду. Вот сегодня я слушаю еще один русский демократ, я повторюсь, Ибрагим сказал про него, но я повторюсь. Русский демократ, который сейчас заседает в ПАСЕ, Кутаев по фамилии, он возмущается, что Израиль ударил по Ирану, бедный Иран, типа сионисты, евреи все захватывают в мире. И в Москве и России они управляют все, что делается в России. Россия делает в Украине, это евреи все делают. Он чисто сидит и говорит вот это все. Вот мне интересно, вот этих людей никто не замечает в Израиле или это они по всем каналам день по 5 интервью Я дают, смогу вот ответить. одно и то же. Это же Я смогу официальные ответить лица, по это русские пунктам. оппозиционеры. Я смогу ответить по всем пунктам постепенно с нарастающей. И включая затронула Дон Ахчи, который сидит внизу, да, и играет в труса. Я тебе открыто даю, бросаю тебе перчатку, поднимайся. По поводу антисемитизма и то, как он затрагивает Кавказ. Окей, после падения, давайте даже не то, что после падения, а еще до падения развала Советского Союза существовало такое понятие, как антисемитизм. И я буду говорить открыто, да, если в кране нет воды, значит, выпили жиды. Извините меня за такое выражение, но да, мы все это знаем. Тогда, когда нужно кого-то обвинить и в своих проблемах, и если у соседа трава зеленее, то, опять же таки, наработанный афоризм, сочетание слов, опять же таки, евреи виноваты. Но после того, как было создано еврейское государство Израиль, мы, уехали. Мы уехали, взяли свои манатки, собрали чемоданы, уехали. Нас уже там нет. Живите как хотите, делайте что хотите. Мы не участвуем. Нет, все равно плохо. Если есть еврейское государство, мы все равно плохо. Почему? Потому что теперь все евреи собрались в одном месте и качают свои права. Потому что до этого мы все ходили со скрипочкой, играли на фортепиано, да, и были врачами, инженерами, такие тихенькие, спокойненькие, никого не трогали. А теперь у нас есть свое государство. Свое государство, которое растет и крепнет, и диктует политику в регионе. И поэтому это создает определенные неудобства другим странам. Ну, как бы, что делать? Ничего поделать нельзя, потому что Израиль должен защищать себя, Израиль должен жить, Израиль должен защищать прежде всего своих граждан. По поводу того, что происходит на Кавказе. Еще раз на секунду вернусь к развалу Советского Союза и влиянию панарабизма на Кавказ. Да, я скажу это открыто, Российской Федерации нужно иметь определенное влияние и разъяснительную работу на Кавказе. Да, нужно влиять на мозг молодежи и воспитывать их в определенном русле. Да, выгодно, чтобы кавказская молодежь становилась более религиозной, чтобы ей можно было управлять, чтобы потом опять направить их на какую-то войну, либо на террористический акт и сказать, что опа, опять Кавказ виноват. Это как бы порочный круг, которым можно управлять Кавказом. И только тогда, когда этот круг будет разорван, и когда старейшины Кавказа скажут, хватит нами вот так управлять, и я даже не знаю, насколько это поможет разорвать, но именно старейшины Кавказа должны действовать, тем самым направляя молодежь в правильное русло. А тогда, когда обучают, что вот Израиль надо захватить, Иерусалим надо забрать, евреев надо мочить, они являются кафирами, я скажу, что
Даже в Коране написано о том, что никто не имеет права принуждать тебя к религии. И поэтому, если вы верите в Коран, так верьте в Коран. Если вы верите в Иисуса Христа, верьте в Иисуса Христа. Что вы хотите от евреев? Понимаешь? Но Насчет нарратив... вот этого, да? Да. Так, я, по-моему, отстаю немного. Посмотрите, Тема- какой у меня мужчина красивый на аватарке. Жалко покойный уже. Это твой ёбан. Это твой ёбан, Ошалеть. слышишь? Ошалеть. Какой я это вообще? Ой, блин. Все нормально, ребята, все хорошо. Могу я Как я твоя. Обращайте внимание. Евра, вы что имели в виду? Извините, у Вот нас этот аят, сообщение вот ты сказала, о... отмененный. Да. Так, сейчас меня слышно? Да. Ну, очень сильно у меня отставало, пришлось выйти, зайти. Вот этот ублюдок, который зашел, это просьба к админу, там, модераторам, таких ублюдков выкидывать сразу, которые там, тем более. Да, со свиньями на их языке разговаривать не надо, надо их выключать. Насчет темы, то, что сейчас прозвучало чуть раньше, что в религии нет принуждения, проблема в том, что этот аят, он считается отмененным. И, ну, вот поэтому мы и пытаемся, да, там, своему обществу разъяснить, что некоторые моменты, да, они как бы не соответствуют. И изначально, когда людей, скажем так, делают более религиозными, радикальными, поначалу на первых этапах вот эти отмененные аяты там или хадисы, короче, они актуально применяют их, да? То есть то, что подходит там нашей культуре, скажем так, подходит менталитету, чтобы побольше людей, ну, в эту тему как бы вогнать, да, там. А потом уже со временем, когда человек уже, скажем так, готов, да, там, принимать любые предписания, то тут уже открывается то, что вот эти аяты отменены, вот эти вот так вот, там, они отменены аятами меча там и так далее. То есть, где сказано, чтобы сражаться с неверными иудеями и брать у них визю. Евра, Поэтому... могу я? Да. Приветствую всех участников чата. Маршал Думасаги. Хотел от себя тоже добавить, чтобы разнообразить передачу. Что я хотел сказать? Нам искусственно, не спрашивая нас, нам навязывают врагов, с которыми мы по истории, там, ну, возьмем последние 2000 лет, никогда у нас никаких споров, ничего не было, и не сегодня. Потому что Израиль, где находится Чечня, просто у нас забрали наши мозги, право думать забрали. Я что хочу сказать? Евреи нас не заставляют 5 раз в день становиться на колени и обратившись в их сторону молиться. Нас не заставляют детей отдавать в еврейские школы. Не заставляют одеваться в еврейские одежды, учить язык. Не говорят, что еврейские обычаи, традиции выше чеченских обычаев и традиций. Если они не соответствуют еврейским традициям, то их надо оставить. Не говорят, что чеченский народ должен бороться за евреев, за их религию. Не говорят, вот как в Чечне было. Были чеченцы, которые воевали за свою свободу, и были чеченцы, которые воевали на пути джихада, это распространяя слово Аллаха. Вот в чем дело.
свободные чеченцы воевали за свободу чеченского народа. А были такие чеченцы одурманенные. Они воевали, типа, распространяя слово Аллаха. И вот они вергли чеченский народ вот эту вторую войну. Именно эти люди занимались похищениями. Они сотрудничали со всеми спецслужбами, кто им платил, им разницы нету. Они с российскими сотрудничали, и арабы им платили. И то, что арабы платили им деньги, а за что им платили? За то, что они распространяли слово Аллаха. Они хотели через Чечню распространить, поставив чеченский народ, вот так, чтобы чеченский народ в этой войне сдох полностью. А им какая разница? Они именно платили деньги, чтобы на распространение. Они не помогали чеченскому народу. Когда первая чеченская война кончилась, ни одна арабская страна, ни одно здание в Грозном, ни в Чечне, ни одну больницу не построила. Ничего не было, ни одна страна. Ни Организации исламского сотрудничества, ни Лига арабских государств на международной арене в защиту чеченского народа ни одного слова не сказала. Хотя Лига арабских стран, там больше 20, по-моему, стран. Организация исламского сотрудничества 50 чем-то стран. Ни одна страна чеченскому народу не помогла. Но кому помогла? А что делали? Засылали эмиссаров. Они привозили деньги. На что? На создание этих джамаатов. И платили этим джамаатам. А для чего? Чтобы опять разжечь новую войну. Использовали это чеченский народ. У нас сирены. Я специально включила микрофон, чтобы вы услышали. Я должна зайти в укрытие, и я вернусь к вам. Это в центре сирены. В центре Израиля. Да. Да, иди в Мамат. Лехле Мамат. Я вернусь к вам. Бог всех удачи, чтобы... Пожелаем удачи железному куполу. Дай Бог, будет все хорошо, нас защищает. Да. Я не хочу, чтобы меня... Я ассоциирую себя со свободным чеченцем. Я не хочу, чтобы меня, мой народ, использовали в своих целях. Уже сколько столетий нас используют. Пора уже на опыте прошлых лет, горьких лет, понять уже. Но человек, который 5 раз в день стоит на коленях, повернув в сторону Мекки, в сторону их святыни, и он никогда не будет настоящим чеченцем. Он никогда не будет хозяином своих мозгов. Он никогда не будет хозяином Чечни, не будет, потому что им будут управлять эмиссары. Я вот вчера, вот здесь в Кёльне бывает, в пятницу бывает пропалестинский митинг, и бывает, ну там, евреи вчера сосчитал, и один раз, считая меня, 9 человек было, потом 7 человек. Ну никогда чеченского митинга я не знаю. Если именно чеченский митинг, чтобы защиту чеченского народа, чеченской независимости, я не считаю, на какой я сюда пришел бы на этот митинг, ну нету его. Все там говорят про Палестину, сейчас про Иран, про Эпштейна, только не про Чечню. И это им занимаются чеченцы. Люди называют себя чеченцами. Я закончу. Вот, я именно об этом до вас сказала, что именно есть такие люди, которые заходят сюда в ТикТок, влезают в другую страну, но не защищают свою страну, не защищают свою родину. То есть они не борются за свободу своей Ичкерии, не хотят просто на это как бы ссылаться, не хотят на это время тратить, но все-таки они лезут защищать Палестину или оскорблять Израиль. Да, недавно, были на севере Израиля, тоже Хизбалла запускала ракеты, 30 ракет было запущено, а сейчас бомбят центр, то есть центр бомбит Иран. Но железный купол срабатывает, и, слава богу, падений нету.
Вот, прямых попаданий нету. Ну, территория Израиля, скажите, там, во всяком случае, 30 тысяч квадратных километров, там, по-моему, где-то порядка от 20 до 30 тысяч, да, квадратных километров территории Израиля. Где-то так, где-то так, где-то Ну, так, да. представьте, это какая маленькая территория. Ну, возьмем Маленькая, полтора раза больше да. территории Чечни. Полтора раза больше территории Чечни. Это же маленькая территория. Это территория Израиля. Конечно, маленькая. Израиля еврейского народа. Они там уже тысячами лет жили. Вот представьте, этот народ не имеет жить на своей исторической земле. Представьте, их лишает. Кто лишает? Арабы, у которых миллионы, десятки Смотрите. миллионов квадратных километров земли. Но свиньи на этой земле они Ветеран. жить не умеют. И ни другим не дают. Ветеран, я очень благодарна вам за то, что вы сказали, что да, на самом деле евреи, именно горские евреи, проживали в Грозном на протяжении практически 2000 лет, то есть на Кавказе около 2000 лет проживали. И никогда не было никаких разногласий между чеченцами, ингушами и евреями. Никогда такого не было. Всегда жили дружно. Я сама выходец, рожденная в Грозном, но в маленьком возрасте я переехала в Кабардино-Балкарию и дальше жила в Кабардино-Балкарии. Вот. Поэтому я могу сказать, что никогда, еще раз скажу, никогда между евреями, чеченцами и ингушами не было разногласий, не было войн, не было никаких стычек, а только дружеские отношения. Ходили на свадьбы друг к другу, сидели у друг друга в домах и ели, как называется, как говорится, пили чуть ли не с одной тарелки, не с одного стакана. Это на самом деле было такое. Просто переворачивают историю, я извиняюсь, переворачивают историю именно то поколение, которое начало говорить после Первой и Второй Чеченской войны. Именно это поколение начало коверкать всю историю. Историю, которая проходила между евреями и чеченцами и ингушами. Вся беда в том, что вот именно вот это поколение сильно под пропагандой Они выросло. зомбированные. Они Да, зомбированные. да. Они зомбированы ненавистью. Они зомбированы именно ненавистью к евреям. Именно они отрицают и те факты, которые были во время Второй Великой Отечественной войны. Они опровергают эти факты. А факты на самом деле, да, существуют. Есть один чеченец, с которым я общалась, его аккаунт брат, чеченец, он рассказывал, да, что он сам свидетель того, когда их привезли с Казахстана, как встречали их евреи на железнодорожном вокзале. Он был свидетелем этого. Он говорит, я был маленький, но я это хорошо помню. Но дети... Вот эти истории, вот эти, не то, что даже 3 высылки, это вообще там не в школах, запрещено говорить об этом, вспоминать. И они полностью под влиянием. До Нахчи выходил на митинги, чтобы чеченцев Да, не возвращали. он ждун, Понимаете, он вот. сейчас в Украине сидит. Не дай бог что-то там это будет, он уже туда же пришить к этим русским. Это разговора нету. Он Всем ждун. добрый вечер. Я еще раз хочу подчеркнуть. В России вот это одни пропагандисты это делают, но опять же у меня вопрос, почему не решается вопрос людей, которые сидят в ПАСЕ, которые вот показывают свои лица, сидят на всех украинских каналах и сидят и пропагандируют антиеврейскую пропаганду, несут здесь. Точно такую же, как несут с российской стороны, чтобы зомбировать молодежь чеченскую. Вот меня вот этот вопрос постоянно, Можно всегда, я ответить опять на этот повторяю. вопрос? Да.
Добрый вечер. Можно я отвечу на этот вопрос? Смотрите. Добрый вечер. Можно мы мне задать знакомы? вопрос Way Life, Амике? да, мы знакомы. Да, знакомо, да. Можно Амике Можно я задать отвечу, а вопрос? потом... пожалуйста. Да, конечно, конечно. Можно ответить, Да, потом, пожалуйста. потом Конечно, я же сказал, ответьте, конечно. пожалуйста. Не-не-не, я уступаю. Давайте, задавайте вопрос. Уступаю, я знаю, кто. Я жду вашего вопроса, да, пожалуйста. А, мой вопрос, да. Амика, вот вы говорите Да, да. про исчезца, который вам рассказывал, когда он был маленький, то, что их евреи встречали. А как он понял, что они евреи? Может, армяне были? Нет, это были евреи. Ну а как он понял? Это были У них евреи. была Это желтая были звезда евреи. на груди. Ну, смотрите, Или они у ему евреев, паспорт свой показали? язык. Подождите, у евреев свой язык. Горские евреи имеют свой язык, во-первых. Горские евреи это... Что, вы смеетесь, да? Но они же с ним не на еврейском говорили. Насчет... Подойди, свободно, Здесь дело- Свободно, Абу пускай она Кирилл, ответит, ты говорите задал вопрос. по-русски. Нет. Те задали, לא נורא, כותב, דיירה, אני יודע. Друг, который там Всё, тоже я прикалывался, понял, когда Абу я к Кирилл, ним всё, заходил я туда. понял. Мича, агайтыл. Я просто чуть-чуть хотел. Хошны, да, хогаш, ты свободно, дайте я ему два слова скажу. Свободно, Путин, Подожди. вот, а сейчас нехай, не лошелом, хочет, что алые все. Ты в личку можешь, куда? Здесь не говори, оставь. Да, я не Вот ты помог, лички, честно, я хитр, а я наш Лички, я умел. Свободно, что подождите, не надо здесь создавать конфликтную ситуацию. конфликт, хикать, авиа, нормально, вахане, ладох, что нормально, весь мир. Почуй, не Подожди. As Hansi City Quaidon, алас? Подожди. Хайвдотох чунар, вот. Подождите, дайте я сейчас разрулю эту ситуацию. Не сейчас уйдем мы в дебри. Я хочу это самое объяснить вот тему, да, как вот эти вот люди заступаются в кавычках за палестинцев. As Palestine шайнама бать. As Sugar. Свободно, Путин оглывающим, Путин головущим. Когда вот была... Путин харвуд. Давайте мы сделаем секундочку. Путин хаочу. Меня слышно здесь? Вот? Я вас прошу очень секунду. Вот Алло, так меня Да. Абу Кирилл, подожди, Да. давай нормально по теме держаться, не будем вот эти разборки. Неинтересно здесь людям эти разборки. Вот. Поддерживаю. Я, Ибраим, Поддерживаю. я просто Смотрите, задал вопрос. Смотри, Ибраим, все, Подожди, да, я закончу. Вы 10 Я раз тебе просто хотел пытаюсь... сказать, я никого не оскорбил. Я никого не оскорблял тут. Смотри, Ибраим, Модератор. я никого не оскорбил. Я зашел и резонный Просто вопрос задал. Не могу. Маленький ребенок, как может отличить еврея от Так, модератор. Для этого у него существовали родители, и которые рассказывали ему об этом. Слушай, Аника, послушай меня, пропаганду. Смотри, Давайте вы будете со мной, ты не будешь со мной разговаривать на «ты», и я тебе Так, не давала один такого момент. права говорить со мной на «ты». Плей, если ты вот хочешь поговорить, то не перебивая других и давай шанс другим высказаться. Или я отстаю, я не пойму. Я говорю, мне в унисон здесь все говорят. Что здесь вообще происходит? Меня слышно? Да, Ибраим. Да, вас слышно. Да, оставьте эту... Амика, выключи микрофон, пожалуйста. Так, у меня отстает. Короче, но все равно я попытаюсь высказать, да? Попрошу, не перебивайте.
как вот эта психология работает. Когда была вот эта война в Сирии и Ираке, когда чеченцев туда зазывали, в этом участвовал Шевченко, кстати, Проханов, Леонтьев, то есть вот эти русские египтологи, или как их правильно называют, то есть люди, которые изучают там религиозные вот эти науки, то есть они из этой среды. И вот этот вот Проханов, тоже ублюдок, постоянно вот эти распространяющие антиизраильские настроения, во главе с ним, короче, вот это вот они проводили, скажем так, пропаганду. Там писали какие-то эти надписи, мы здесь, мы чеченцы, то есть как бы хитро зазывая туда чеченцев, посылая такие сигналы, что, скажем так, там уже находятся чеченцы. И, ну, не суть, то есть когда туда затащили многих людей, там, включая из Европы, и их туда затаскивали по теме, что вот там мусульман, видите ли, убивают. Когда многих туда затянули, туда, кстати, с семьями даже уехали люди, с детьми, с женами там, я не знаю. Когда их туда уже, в эту среду туда завлекли, да, там на месте они, когда начали вот эти, у них начались деления там на религиозные вот эти группы, на всякие джамааты, там Даиш, Джабхат Нусра, 5-я, 10-я, вот эти группы. И они уже как бы сконцентрировались на внутреннего пользователя, что ли, ну, как бы на внутреннее население. И начали уже, то есть сами заняли вот эту позицию Асада, да, якобы против которого они приехали туда помогать мусульманам, заняли вот эту позицию угнетателя и начали угнетать вот этих гражданских людей, которые там проживают, да, там вы там курите, кто-то не так ходит, не по шариату, не по Корану. И, то есть, они уже в качестве вот этого там обидчика терроризировали это население. Вот в данной ситуации ничего нового не происходит. То есть, там вообще по барабану, там, этим людям, там, палестинцы, не палестинцы, то есть у них четкая цель, свои идеологии. У них, вон, предписано, там, захватить Аляксу, туда спуститься, там, Махди, короче, всех евреев надо убить, там, скинуть в море, потом палестинцы, там, вообще не в счет, в итоге которых тоже надо мочить всех, потому что они там неправильные, шииты какие-то, я не знаю, там, ЛДПРовцы среди них, там вообще уйма, ну и так далее. То есть там ничего, скажем так, вот когда эти люди где-то в чатах, где-то вот в этих группах голосовых пытаются надавить на чувства, да, там, о, бедные палестинцы, там, дети палестинские, как я жалко, там, 5-е, 10-е, я за деоккупацию Палестины. Да плевали они на эти Палестины. У них вообще другой, в голове другие тараканы. Там у них другие вот эти вот, скажем так, ценности, да, им предписано там захватить Аляксу, Маляксу, там, я не знаю, взять, туда должны спуститься какие-то пророки с небес, и вот таким образом там какие-то деревья. Кстати, вот евреям вопрос, что это за деревья, за которые там будут евреи? Колитесь уже. Что это? За камнями деревьев Гангав, сейчас помню, Гангов, как это дерево называется? Ну, кто поможет мне, да, за которое вы прятаться? Не знаю. Вот я не знаю. Майя, Гаркад. Да. Гаркад. Я поняла, да. Так Как вот, он? когда найдете мне это дерево... Вы не посадили? Ива Вы у не нас- посадили? Нет, не посадили. Ива у нас не растет, понимаете? У нас не тот регион, в котором может вырасти ива. Так что, ребята, вы ошиблись.
Вы ошиблись на многие тысячи километров. Горка туда не растет. Дубы сажайте, дубы, если сажать Не, будете. вот мне знаете, что вот чеченец, который Ёлки. заходит сюда и евреям говорит вот какие-то претензии, которые делает, вот это для человека, для меня, я не могу выдерживать, извините меня, тоже все гости. Вот как вы узнали, что это, как вы узнали, что вот эти вопросы есть? Ну, задал вопрос, отвечать хотят, да и ответить. Но такой вопрос задает, если человек хочет что-то сказать насчет евреев, чеченец, этот человек или со своей головой не дружит, или он чистый русский. Другого нету. Так что извините меня, гости. И еще, И я задал вопрос, вы хотели ответить насчет пропагандистов антиизраильских, которые сидят в Европе и в ПАСЕ, в частности. Почему, вы думаете, на них никто не обращает внимания? Удовольствие. Смотрите, я не думаю, что спецслужбы не обращают внимания на эти вещи. Я могу с уверенностью сказать, что когда нужно обращать внимание, те люди, на которых нужно обращать внимание, делятся на определенные категории. И те люди, которые на них не нужно обращать внимание, тоже делятся на определенные категории. Я не говорю об этом голословно, я говорю как бы сознанием и пониманием темы. И если тот человек, который не завезли в Негев, ну вот, у нас завезли березки. Так вот, тогда, когда есть те факторы, на которые стоит опираться и обращать внимание на этих людей, если они приносят какой-то вред, то я думаю, что ими занимаются и смотрят на их окружение, кто их спонсирует, на кого они работают, и, скорее всего, не являются мелкими сошками, которые продвигают чьи-то идеи. Понимаете, как тот человек, который болтает... А? Извиняюсь, у меня отстает говорить. Что? Тот человек, который болтает на публику, у него есть его Карабас-Барабас, который им руководит. Да, и лучше всего поймать того, который им руководит, чем вот эту мелкую сушку, которая выходит на телевидение и трепится своим языком. Понимаете саму суть разведки? Как бы через нее просто можно собирать информацию по тем, кто является заказчиком. Как-то так. А по поводу того, что происходит полностью перекроить молодежь, ну, смотрите, те люди, которых посылали в 14-е годы, в 15-е годы, посылали их в Сирию, их жизнь и жизнь их детей и жен очень плачевна. Если мужья погибали, а жены отправлялись в тюрьмы, которые держались на курдских территориях, и годами они там находились, ну, смотрите, скроили пушечное мясо, которое просто использовали. Не от большого ума эти люди шли на то, что они искали Бога, тем самым выйти на джихад и идти убивать других людей. Потому что они не считались ни с чем и ни с кем. Они убивали курдов, езидов, алавитов, тех же самых мусульман, которые для них являются кафирами, да, которые не являются полноценными людьми, по их мнению. Будь это новорожденный ребенок, либо это будет пожилой человек. Для них это не имеет никакого смысла. Их надо убить, потому что они кафиры, да, неполноценные. И то же самое, что происходит сейчас в России, в Кавказском регионе, когда используют молодежь, накручивая их на то, что есть правоверные и неправоверные, которых нужно убивать, что Алякса нужно захватить, что евреи – это вред всему миру, что они пытаются захватить Иерусалим, и что постоянно вредят. А скажите, пожалуйста, вы хоть кто-нибудь видел, как в Аляксе играют в футбол? Кто-нибудь из этих правоверных мусульман видели хоть раз? И то я говорю не Алякса, та, которая с черным куполом, а та, которая с черным куполом, это и есть Алякса. Золотой купол – это совсем другое.
именно в золотой купол, мечеть Скалы, да, золотой купол. В нем играли те же самые мусульмане в футбол. Кто-нибудь видел эту запись? Могу показать. Кто-нибудь видел, что в мечети бегали в обуви, играя в футбол? Тоже могу показать. А кто-нибудь видел, что Майя, в мечети или же возили складывали оружие оружие. и камни? Что? Оружие и камни, тем самым отстреливаясь из мечети на наших солдат, тогда, когда им что-то ударило в моча в голову. Кто-нибудь это видел? Ну, как вы будете относиться к этим правоверным мусульманам, которые бегали по мечети в обуви, в кроссовках, играя в футбол? У нас есть кадры, это без проблем. Как вы будете к ним относиться? От кого вы будете защищать мечеть? От Израиля, который защищает их мечети от баллистических ракет? Либо от тех людей, которые играли в футбол в обуви в этой же мечети? Как-то так. Вот вам и обучение. Вот вам и обучение. Так что смотрите, когда надо запудрить мозги людям и воспитать поколение на вот этой глупости и тупости, нет большого ума. А те люди, которые не из благополучных семей, либо слишком набожные, которые ищут Бога, да ищите Бога. Только зачем ради того, чтобы найти Бога, нужно идти убивать другого человека? Для чего? Не знаю. Таким образом просто погибнет новое поколение чеченской молодежи. Ну, видите, Майя, Обращать внимание на... Да, извините. я чуть-чуть тоже выскажусь. Вот то, что в нашей республике было, да, когда нам вот эти идеологии через все возможные там, не знаю, методы полностью вливали, да, завозили вот эти книги, печатали их, кстати, в российских городах, и завозили полностью, дурачили там нашу общественность. И вот что из этого там в итоге получилось, да, все вот эти люди, например, которые не участвовали в национально-освободительном движении, там, я не знаю, в отрядах сопротивления, вот они, из них стали маджахеты после первой вот этой войны. Все какие-то начали там с военными формами, с вот такими бородами там отпущенными, там без усов, всякие, все темы, джихадистские темы там начинать. И в итоге вот что получилось там. Главный, один из главных вот этих идеологов, Мулади Удугов, на камеру говорит, что или же мы будем сидеть, строить тут заводы, там собирать комбайны, как-то устраивать свое государство, как тут нам некоторые наши начальники говорят, это я вот цитирую. Или же мы, мусульмане, впервые там в 20 веке первыми нападем на кафиров. Ну, осуждаю, да, плюс 32, чтобы нас тут не гасили. Чисто цитата. И вот этот человек один из тех, кто первым как пуля соскочил. То есть у нас что получается? Наш народ, которому вообще до этого интереса нету, мы хотим избавиться там от одной вот этой темы, да, от оккупационной темы. Тут вообще нам приходит какая-то другая тема. И видите ли, джихад впервые нападать надо на кафиров в 20 веке. Женщины, дети, старики, гражданское население. Зачем нам нужна эта тема вообще? То есть народу, который еле-еле вот сейчас вылез из-под вот этого сапога, еще находится в подвешенном состоянии, там какое-то 5-летнее перемирие. Ну, хотя там при встрече, короче, в Кремле Ельцина и Масадова заключили договор, что больше не будем, то есть 400-летнее
противостояние военное, оно завершено, отныне будем все решать мирным путем. Ну, тут что получилось? Вот эти провокаторы создали вот такую казус белли, да, ситуацию. Куда-то вот эти направили там в Дагестан каких-то этих, какие-то джамааты. Якобы в Дагестане вот эти два села, Карамахи и Чабанмахи, их окружили, и там, видите ли, мусульман убивают. Ну, действительно, там, правда, эта тема, кто туда шел помогать, там много вывели женщин, детей, стариков из вот этой обороны, скажем так, из этой осады. И действительно спасли. Хотя получилось так, что... Ибраим, бяху было, у тебя очень много шумов там, сильно шумит. Ну, пока говорите, сейчас я все-таки доеду до места назначения, потом... Админ, я отправил в личку видео, о котором Ибраим говорил. Я не знаю, это можно показывать на ТикТоке или нет, но тем не менее я скинул тебе. Я хочу попрощаться. Всем хорошего стрима, хорошего общения. А вам мира, и чтобы поскорее каждый чеченец вернулся в свободную Ичкерию, в свой дом, на свою землю. Я от всего сердца желаю вам всего этого. Спасибо. Спасибо большое. Адик, Вообще мирной, вот такой жизни вам, процветающей. Спасибо. Я вот Спасибо. что хотел сказать вот по предыдущему, да, что вот эти люди, создав какую-то ситуацию, якобы там джихадисты, муджаhiды, люди, которые хотят погибнуть больше, чем неверные хотят жить, ну вот согласно этому балабольству, эти люди самые первые, кто соскочили, то есть создав вот такую вот прецедент, да, для того, чтобы на нас, наше государство потом замочили, грубо говоря, после чего пострадало около 180 тысяч гражданских погибло, да, во Вторую русско-чеченскую. И вот эти люди, которые сейчас в интернете там распространяют вот эти антисемитские темы, это и есть вот эти люди в своей массе, да? Вот те, которые создавали ситуацию, потом не захотели почему-то стать шахидами, а захотели соскочить в европейские государства и спрятаться к Христу за пазуху. И оттуда опять, короче, начинают распространять, пропагандировать вот эти вот свои исламистские темы, там, антиеврейские и так далее. Я хочу добавить только, что, понимаете, так легче всего собирать то пушечное мясо, потом, которое можно будет отправить и им управлять. Понимаете? А люди простые, их жалко в конце концов. Вы не понимаете, куда вас ведут? Вас в конце концов ведут на бойню. Вас собирают, растят, обучают. Это все равно, как обучать детей Газы. Убивать те дети, которые выросли на протяжении 15 лет, потом пришли, убивали наших граждан. Те же самые дети Хезболла, которых вырастили, и потом идут и убивают, и пускают ракеты в сторону Израиля. Тот же самый ксир шиитский, который находится в Ираке, который переправляет свои милиции и делает теракты на границе с Израилем. И те же самые хуситы, которых воспитывают в Йемене, убивать своих же соплеменников. В конце концов, просто растят пушечное мясо. Люди, когда-нибудь вы очнетесь от того, что с вами делают? Вот честно, реально, вы когда-нибудь очнетесь? Я просто обращаюсь к молодежи, которая впитывает вот эту всю грязь. Будьте религиозными, верьте во что вы... Я честно вам говорю, я считаю, что каждый человек должен выбирать веру, да, по своему сердцу. Но
Если вы используете веру против человечества и ради того, чтобы убить другого человека, будьте уверены, что мы вас прикончим раньше, чем вы сможете что-то сделать. Мы ощущаем просто как человек, который вот родился, вырос как раз таки вот период самой вот такой яркой ваххабизации чеченского народа, когда просто в каждом углу шла вот эта иррациональная ненависть к евреям, не пойми откуда взявшая абсолютно. То есть вроде бы, да, казалось нам всем понятно и так, кто наш враг. То есть это Россия, которая на нас напала и положила сотни тысяч наших людей. Причем тут евреи, вот это никогда у меня в голове не укладывалось. Но, тем не менее, из каждых щелей, из каждого угла лилось антисемитизм. То, что мы пойдем захватим Иерусалим, Бог знает, где это вообще находится. Я, как ребенок, я не понимаю, что такое вообще Иерусалим, кто такие евреи, что за Израиль. Там у нас по полной сидит и радикалист по имени Тимур Муцураев, поет песенки чеченской молодежи о том, что мы пойдем с Ордой, с муджахидами и захватим Иерусалим какого-то черта, когда на нас бомбы кидает Россия. То есть ты понимаешь, насколько вот сильно нас, вот эта пропаганда, насколько на нас она сильно повлияла, что реально вот из всех щелей просто муллы говорят это, песни об этом, как бы у нас вообще своя культура на грани вымирания. Поэтому то, что вот, да, это абсолютно иррационально, это нелогично, это абсолютно никакого фундамента под собой не имеет. Но тем не менее, в это вложены огромнейшие деньги. Это просто, это неспроста так. И от этого избавиться не так просто, к сожалению. Это вот очень глубоко засаженный червь в мозгу. Просто на личном опыте Да, я это называется рассказываю. панарабизм. Да, это называется панарабизм. Причем смешать все народы, все культуры, убрать их, вообще вычеркнуть, оставить только религию, всех сделать единой умма и тем самым прозомбировать всех в одном направлении. Это называется панарабизм, стирание полностью границ, стирание идентичности, полностью убрать из вас идентичность как народа. Так это не только вас, понимаете? Это абсолютно не только вас. Все, кто находится под этим влиянием, полностью стирается вся идентичность народа. Тем самым вы становитесь управляемые. И вот моя сейчас будет демонстрация того, как админ сейчас покажет видео, где полностью вот картина тех событий, как нам, чеченцам, промывали мозги. Пожалуйста, видео. За это самое замыль, может, чтобы не блокнули его эту физиономию. Или мы будем сидеть, строить экономику, как нам некоторые наши начальники предлагают. Вот сейчас построим завод, там сделаем, значит, соберем комбайн, построим еще здание, потом все будут жить хорошо. Или же мы впервые в истории 20-го столетия мусульмане первые нападут на наш народ и первыми начнем нас убивать. Это главная, основная сегодня проблема, которую мы должны понять. Привет, Владик. Привет, дорогой. Привет. Борис, как у тебя дела? Я нормально. Ну, Казбек сегодня приехал очень расстроенный. Что значит расстроенный? Ну, вопрос же стоял о том, что он 2,5 единицы привезет. Что? Ну, лужайся, Володя. Единицы. А? 2,5 единицы привезет. Володя, ты даже сейчас перепутал. Я об этом не знаю, я еще сразу сказал, что этот вопрос решить не смогу. Я смогу решить то, что я смогу, и я это сделал. Вот один из первых сбежал. И все. Вот этот
пропагандист. Вот этот и все вот эти вот, которые здесь и сейчас, там, всякие Так, которые вот... Сулеймановы, всякие вот эти джамааты, да, которые сейчас здесь активизировались, там, от имени Ичкерии, там, пытаются какие-то заявления делать. Просто эти люди вообще, им не то что плевать, они самые главные ненавистники и противники нашей государственности. Вот здесь он четко же просто озвучивает, да, что нам тут предлагают там построить государство, построить заводы, комбайны, и жить хорошо. Какие комбайны вам? Да, или же мы впервые вот на кафиров будем, то есть мы, оказывается, мы не хотим нормально жить мирно, свободно, там, укреплять свое государство, налаживать какие-то экономические, там, дружественные и так далее отношения, а мы вот, это все ерунда, нам нужно на кафиров напасть. Теперь эти же люди переобулись, зная, да, вот, что происходит, там, как ИГИЛ прижали во всем мире, понимая вот эту вот ситуацию, теперь хотят реабилитироваться на полутрупе чеченского народа, да, вот, паразитируя на нем, опять свои вот эти вот идеологии, спрятав, да, там, куда-то, я не знаю, в кармане, да, и пытаются опять там Ичкерия, там, Украина, там, 5-е, 10-е, оккупация, деоккупация. Какая оккупация, деоккупация? Где эти слова вообще там? Исламная оккупация, деоккупация. Там такого вообще нету. Там есть кафир, там мусульманин, там мумин. И как себя вести со всеми кафирами, то есть кафиры, они все одинаковые для тебя. Без разницы там. Он воюет, он против тебя, не воюет. Сегодня все кафиры, они считаются одним единым целым. И вот это вот религиозные вот эти радикальные, я не знаю, там, предписания, да, всякие идеологические, они идут полностью вразрез с чеченским, там, культурным наследием. То есть у нас четко подчеркивается в наших преданиях, в наших сказаниях, да, в наших там пословицах. Вот если человек, который тебе делает, если кто-то не знает, когда ему делают добро, он не будет знать, когда ему сделают зло. То есть это вот типа того, да, у нас вот в преданиях. То есть у нас четко обозначено, кто твой враг, кто твой друг. И обозначено это в нашем менталитете, там, вот, по нашим, как бы, там, традиционно, по нашему наследию, четко обозначено. Вот кто твой друг и кто твой враг. Именно по действиям. То есть, кто с тобой проявляет дружество, дружеские отношения, кто адекватный, там, ведет нормальную какую-то, я не знаю, там, будь это даже не с тобой, а вообще там является каким-то адекватным там для всего остального там, я не знаю, мирового сообщества, для других, для всех. И есть те, кто агрессируют, есть те, кто там, я не знаю, пресекают, угнетают людей, 5-е, 10-е. То есть именно вот по таким каким-то действиям определение, да, там, как вообще это в любом вменяемом обществе. Но тут что происходит? Когда к тебе приходят с вот такими идеологиями, у тебя мозги становятся грязными. То есть тебе так и говорят. Не думайте своими грязными мозгами, думайте мозгами там имама Шафия, какими-то еще другими имамами, потому что вы там не ученые там мусульманские какие-то, вы вообще не Аллах, и вы вообще не посланник, и вы вообще не там иджмуа, да, там исламское вот это сообщество. Поэтому вы просто следуете предписаниям, там, сами'на ва ато'на. Услышали и повинуемся. Вот в такую позу надо становиться. И исходя из вот таких идеологических предписаний и происходит все это. То есть эти люди, что они делают? Вот эти вот пропагандисты всякие, распространители вот эти ненависти и так далее, они
действуют и следуют вот этим предписаниям, но прячутся за чеченскостью. То есть мы чеченцы, у нас Ичкерия, там у нас государство. Да плевали они вообще на чеченский народ. Самое главное, во имя Аллаха и кафиш уничтожать. Вот 100%. Да, Маша. У них вообще ни за Ичкерию, ничего, они не стояли за эту Ичкерию. Самое главное, наши ваххабисты во имя Аллаха истреблять, уничтожать. И из-за таких, как этих людей, нам запрещается как-то сетей говорить про Ичкерию, про Дудаева, призвали Дудаева как террориста, запрещается поднимать свой флаг, то есть как террористическая страна была, государство. То есть из-за таких и отребий обеих мобилов оставлять. Тут была тема чуть раньше, да, что вот чеченские там или кавказские как бы старцы должны общество, ну, скажем так, лечить, да, все позитивное, как бы пропагандировать, информировать там общественность, молодежь. Этот институт, Майя Шуй или кто это был? Или вот это ваша соотечественница, да? Амика, наша и ваша соотечественница. Ну, что вот старцы, как бы пожилые люди, там, старики, они должны наставлять как бы молодежь. К сожалению, вот этот институт у нас поломан полностью. То есть это, да, раньше очень хорошо работало. И общество прислушивалось и к старцам, и там слово каких-то старших, если даже там кто-то перечит или, я не знаю, проявляет неуважение, то сразу такого человека ставили на место. Это чисто наши традиции. Но сегодня, к сожалению, этот институт, вот это там, старцев, институт там, старейшин, его полностью ликвидировали. То есть как вот у нас в Чеченской Республике любое инакомыслие, оно сразу же пресекается. Поэтому старец, он не может правду какую-то донести или как проявить какое-то. То есть он должен именно по программе там следовать. А программа сейчас там что говорит? Что евреи, короче, это там враги Аллаха и так далее. То есть эта тема, если кто не знает, ее в Чеченской Республике просто, я не знаю, пропагандируют 24/7. И вот то, что мы сейчас здесь пытаемся, да, вот люди, кто в Европе там проживают, сорганизоваться и прорвать, скажем так, вот этот вот там информационную вот эту блокаду и как-то докричаться информационно для своей общественности. Вот то, чем мы занимаемся, это тоже баг. Ну, баг, я не знаю, ошибка, скажем так, да, потому что вот то, чем мы занимаемся, оно не было, скажем так, в проекте, да, потому что здесь, вот в европейских странах, где мы проживаем, точно так же вот этот институт старейшин, он тоже не работает, потому что здесь из-за вот этих религиозных тем как бы создали такую среду, что противоречащее вот этим идеологическим предписаниям, его высказать, это навлечь на себя, скажем так, недовольство вот этой вот радикальной среды там, чтобы тебя не мусульманином назвали там и так далее, вот что с нами, кстати, и делают, да, там, называют атеистами нас, там, безбожниками там и так далее. Чечено говорящие, хотя многие наши здесь... Да, хотя многие наши здесь... Окей. Извините, что я вас перебиваю. По поводу сионизма и по поводу сионистов. И что такое сионизм и сионисты. Так вот, передайте вот ребята, которые здесь сидят внизу, которых обижают за то, что они поддерживают сионистов, не сионистов. Смотрите, сионизм от слова «сион», «сион» – это та гора, на которой была дана нам Тора. И плюс ко всему прочему, Иерусалим, да, мы называем, не то, что мы называем, в Торе называется Цион.
Что подразумевается под словом сионист? Сионист был создан вообще смысл движения сионизма был основан сначала на религиозной подоплеке. Из-за того, что евреи по 19-18 век шли ужасные погромы по всей Европе, убивали огромное количество, и в России убивали огромное количество. И в конце концов люди сели, сначала религиозные, сели и подумали, и сказали, послушайте, если нет такого выбора, если нас убивают повсюду, мы должны постепенно переезжать. Нет, даже раньше, не Теодор Герцель. Теодор Герцель это уже сделал из этого определенную структуру. До этого сели абсолютно религиозные люди и сказали, давайте, если у нас написано в Торе, что мы должны вернуться в свою родину, давайте постепенно будем поднимать народ и возвращаться в свою родину, потому что только там мы сможем быть в безопасности. Это было еще в 1879 году, примерно в это время. И Амика, прекрати с ним вообще перечиться. Не обращай на него внимания вообще. И потом через это все прошло определенное преобразование. И это перешло уже в руки Теодора Герцеля, который являлся политиком, который смог продвигать эту тему уже на более высшем уровне. И из религиозной основы, потому что это наша основа, испокон веков, что мы все должны вернуться жить на нашей земле. Они прорабатывали, действовали так, чтобы переводить уже евреев со всего мира, перевозить их в Эрец-Исраэль, в Израиль. Окей, моя семья находится в Израиле с 1920-22 года. Людей постепенно перевозили сюда и строили постепенно и отстраивали территории. Так что сионизм – это основа это политическое движение, основанное на религиозной подоплеке. Алия, все правильно, абсолютно правильно. Алия – это переезд на свою исконную родину. Точка. В этом нет ничего, абсолютно ничего плохого по отношению к другим народам. Это относится только к евреям. Понимаете? Абсолютно. Вы можете сесть и прочитать. Я вам больше скажу. План, как переезжать евреям сначала. Это абсолютно политическая книжка. Например, очень бедные евреи приезжают, начинают обустраивать, обрабатывать землю. Потом более богатые приезжают там еще что-то строить. Понимаете, там абсолютно политическая книжка для евреев. Точка. Там ничего нет по отношению к другим народам. Возьмите, сядьте, прочитайте политический устав, как построить государство. Это книга с 1893 примерно года. Все, там нет ничего, что связано с другими народами. Там просто пишется: бегите руки в ноги, берите руки в ноги и убегайте. Убегайте на свою родину. Все. Так что, если вы боретесь за свою родину, вы тоже сионисты. Вы боретесь за свою родину. Вот и все. И я хочу, опять же, возвращаюсь к своей теме. Ведущий, если можно, я закинул это видео на радио Маршу, вот этот письменный чат. Если можно поставить вот этих проповедников, Сначала вот это видео поставь, которое я тебе раньше кинул, просто то, что вот сейчас они пропагандируют, просто как раз там Сион, тема вот эта. Ты получил это, админ? Если получил, вот эти 3 ролика подряд, которые я тебе кинул, первую просто включи. Потом вот это Букириловское тоже включим. Просто вот как эта пропаганда происходит, что это не само по себе здесь и все, вот то, что они нагнетают. Ажал Ибраим, вообще, если говорить пропаганда, то есть от того, что жуткий кефир истреблять, уничтожать, то есть уничтожать их, где бы они не были. То есть это все против арабов. То есть если посмотреть на историю, что было в 90-х годах, когда один чеченец стоял у
рядом с Ясером Арафатом говорил, почему вы не поможете чеченцам, потому что Ичкерия и наш брат Дудаев, никто без России слабое, немощное государство, то есть пока он не вступит в ядерную, мощную страну, как Россия, то есть для нас будет выгода то, что они будут приводить оттуда новых мусульман. То есть никакой выгоды не было. Хотя, если смотреть, еще с далекого XII века, когда наши предки принимали евреев хорошо, то есть они говорили, приходите, заходите, то есть главное не навязывайте свое. У нас такие понятия, традиции. Но сейчас работает все по-другому. Евреи — это эти кефиры, уничтожайте их, они убивают наших братьев. То есть, то есть, смотря на одежду, которую они там ставят, Амат, Сила, Free Palestine, это все пропаганда, что самое главное в университетах. Вот ты включи, админ, вот как это пропагандируется, там показано как раз. И в России в поисках лучших мест для массовой миграции рассматриваются варианты Крыма, Поволжья и Алтая. Даже уже появилась официальная риэлторская компания по скупке земель с названием «Сион». Но самым лакомым вариантом для переезда считается тот самый Дичь, где находилось самое сердце хазарского каганата. Если вспомнить, как стремительно и тихо создавалось в середине прошлого века государство Израиль, этот вариант более чем вероятен. Не зря уже активно делаются информационные вбросы на эту тему. Но и Россия не дремлет. Уже сейчас в Наурском районе Чеченской Республики размещают систему ПВО, которая будет оберегать эту будущую золотую жилу России от возможной иностранной агрессии. Учитывая накал страстей вокруг Ирана, а также неугасающий конфликт с палестинцами, охотно верится, что евреи захотят воссоздать свое историческое государство именно здесь. Воссоздать его на земле исторической столицы Хазарии не составит особого труда, если мы останемся равнодушными к сегодняшним акциям Навальных Торов и техномадов. Теперь, когда ты знаешь всю правду об истинных мотивах отделения Кавказа, реализуй свое конституционное право. Как только ты услышишь в реале или прочитаешь в сети лозунг «Хватит кормить Кавказ», сообщи об угрозе национальным богатством и достоянием страны в соответствующие органы. Пусть дичью будут эти наймиты, а не народ России. Понятно, да, как это примерно работает? Но, в принципе, то, что я имел в виду, вот это вот... Этот что ролик было. когда был выпущен? Откуда этот ролик? Это пару лет назад. Это пару лет назад. Зашибись. Просто. Да. Ну вот так вот это работает. Это Можно просто мне один ролик? там кусочек, да, откуда-то. Можно. Я А вот буду это вот благодарна, если вы мне пошлете этот ролик. я скинул. Это вообще просто. Это Вот Не выходите, послушайте, еще интереснее сейчас будет. ну вот это дальше. Сегодняшний то, что тоже это есть. то, что вот сейчас дальше, да, если админ покажет, это еще со времен Совка как работало. обалдеть. Ну, Нет, это нынешняя Совка. пропаганда. Вот это еще Иран туда. Ну, Еще есть сегодняшний, последний покажем вам. Сегодняшний еще есть. нынешняя пропаганда вот это вот. Просто вот это важно донести, да, что оно не само по себе, то есть какие-то эти джамшоты, они не сами появляются, как грибы, после откуда-то вырастают из земли. Нет, Конечно, это чтобы конечно. облапошить и сделать вот такое общество, да, там, дебилизировать его, надо вот это вот постоянно информационно работать. Ажа Ибраим, а как тогда мы Но возьмем это тот шот? славе, что вот в это все слушать, в это верить. Это надо быть таким джамшутом, таким ослом, что у меня слов нет. Да, Боже, какой ужас. то есть, смотрите, нынешняя пропаганда, да, то, что якобы сионизм, Израиль, евреи, то есть это главные кефиры, их надо уничтожать, то есть это же им говорят, их шейхли ислама, муфтият, вот это вот, также их родители сидят, им мозг, то есть выливают так уже, то, что вот их, видите, вот их надо уничтожать. То есть вот так вот, и вот так вот и появляется радикализм, то есть терроризм, вот это вот все происходит.
Админ, следующий видос. Эти Джамшуты, они вырастили 25 лет в Чечне поколение, понимаете? Они вырастили эти, вот этим занимают, и никаких школ, никакого образования нет. Все эти исламские вот эти школы сидят и все вбивают поколение вот это все. Вот и вырастили. Это я только Абу Кирилл, самое главное то, что арабский язык там сразу идут, тебя за бесплатно учат. То есть это вот так вот работает. Самое главное, ислам, доказать, кто является кефирами, кого надо уничтожать, их этому обучают. То есть для этого их и отправляют в арабские страны, там учиться, понять, как что такое кефир, что такое ислам. То есть они не показывают истинное лицо ислама, но показывают те вещи, как надо уничтожать евреев. Бейрут. Ливанские патриоты провели вчера самую крупную операцию под кодовым названием «Сабра и Шатила» против израильских оккупантов на юге Ливана. Бойцы организации «Ливанский национальный фронт сопротивления» взорвали штаб израильской военной администрации в южно-ливанском городе Тир. В результате взрыва убито и ранено более 150 оккупантов. Сразу после взрыва подразделения израильских карателей приступили к прочесыванию городских кварталов Тира. В израильских оккупационных войсках в Ливане объявлено состояние повышенной боевой готовности. В Израиле прошло экстренное заседание правительства. Это 82 или 83 год? Да, это 80-е. Ну вот так вот они там бывали. Представьте себе, вот это 80... Да, а потом уже с внедрением вот этих идеологий, это еще в несколько крат усилилось вот это джамшутство. Там еще, по-моему, ролик есть, можешь поставить, тоже Совкова. Это Сенкевич, международная панорама. Не, это не Сенкевич. Это еще не Сенкевич. Сенкевич, это еще другой. Сенкевич, на границах Зимбабве, и недаром нынешний образ поведения ЮАР все чаще сравнивают с действиями Израиля. Ну, об Израиле говорить просто слова подходящие трудно найти. К списку преступлений израильской военщины, израильских экстремистов в этом году добавилась ливанская трагедия. Вот что рассказывает Леонид Рассадин. Ливанцы говорят, что сильно ругать уходящий год нельзя. Но вряд ли они сейчас следуют этому поверью. Варварская агрессия Израиля, совершенная при прямом соучастии Вашингтона, обернулась для этой страны подлинной трагедией. Назову лишь несколько цифр. По далеко не полным данным, в Ливане погибло примерно 20 тысяч человек. Еще 30 тысяч были ранены. И это в стране, население которой составляет всего примерно 3 миллиона. Раны, нанесенные Ливану варварской израильской агрессией, огромные. Залечить их нелегко. По сей день нервы у ливанцев напряжены до предела. Какова сейчас внутриполитическая обстановка в стране? Это все, что ли? Советский Союз, да? Это, смотрите, как хотела сказать... Извините, что мой-то вот последний, вот мой должен повторить. поставьте сегодняшний. Вот интересно, вот опять же я возвращаюсь к нему. По поводу убийства. Да. Извините, что вас перебила, я закрываю микрофон. Пока админ там ищет этот ролик, можно пока обсудить. Братья и сестры, Да, я могу обсудить исторически тот факт, когда Послушай, я вот только его скажу потом. еще раз, что именно Ясер Арафат. Хорошо. и друзья, братья и сестры, сегодня с вами мы, Руслан Айсин и Руслан Кутаев.
И, как обычно, по средам мы общаемся с вами, анализируем то, что происходит в мире. Ну и, конечно, особенно мы концентрируемся на войне на Ближнем Востоке. Как мы видим, она расширяется. Так или иначе, ну, просьба, как обычно, ставить все возможные вот эти причиндалы для продвижения и подключать наш VPN поистине. Руслан, салам алейкум, рахматуллахи баракатух. Валикум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Руслан, приветствую тебя. Уважаемые зрители, приветствую вас. И Руслан говорит, подключайтесь, расширяйтесь и побольше подписывайтесь. Подписывайтесь, чтобы масштаб нашего вот этого контента, он продвигался, и чтобы мы захватили больше аудиторию, территорию, чтобы нас слышали. Мы должны уже общаться и с европейцами, и дальше, и центральноазиатскими народами. Отчасти с нами они есть, кстати, на контакте, и нас смотрят они тоже. Да. Ну что, Руслан, сегодня подходит к концу 5-й день войны. Пока что конца края нет. Вот, сионисты вторглись на территорию Ливана, активно обстреливают и создали какую-то буферную зону. И говорят, что, возможно, они захотят действительно расширить свою территорию, попытавшись отчасти реализовать вот тот проект Великого Израиля, про который, помнишь, говорил вот Хакаби, ты разбирал его интервью, Такеру Карлсону. Вот как ты видишь эту ситуацию здесь? Здесь очень достаточно уместно. Небольшие должны быть силы для того, чтобы именно в Ливане они могли бы сначала этот уже проторенный путь, они берут какую-то зону нейтральную, обозначают его, и потихоньку эта нейтральная зона какой-то территории народа или же государства, это становится уже управляемой территорией Израиля. Это уже практикуемое ими со времен 1948 года, не мытьем, так катанием или катанием. И они вот таким образом то покупают, то пугают, то выгоняют, то убивают. И эти методы, это прямые, скажем, лекала их поведения. И поэтому, я думаю, вот сейчас, когда в Иран против Ирана они вторглись, ведут войну, какие-то наверняка были подразделения, которые должны были вот этот буфер обозначить для того, чтобы потом этот буфер взять под контроль. Наверняка они, понимаешь, они не думали, что они вот таким образом опозорятся в Иране. При всем этом план они, вот здесь они очень похоже действуют с Россией. Почему? Потому что Россия, они так управляют. Они ведут-то там тоже, они же этот, их не почерк и там, и здесь. И поэтому я еще раз говорю, да, они попытаются под этот шум, а если будет победа, то уж простите, а кто посмеет победителям делать замечания, будь это на юге, на западе, в воздухе, на планете, там, Марс, кто это может сделать? Поэтому они логически действуют правильно. Это стиль поведения сионистов, и мы им самим даже можем рассказать, насколько хорошо мы их изучили. Вот этот человек сидит в ПАСЕ, российская демократическая оппозиция, и вот так разговаривает, сидя в Страсбурге, понимаете? Вопрос. Эти вот здесь пропагандируют, вот эта молодежь, там другие вот, здесь такая. Вторая всей планете тыть, что типа для чеченского народа врагами является еврейский народ. Таких хороших атаковали. Да, которые 30 тысяч своего мирного населения сейчас убили. Говорят, этот Лукашенко говорит на интервью, Хоймени был гуманитарием. Вообще очень гуманным был. Алло, да. Стояты. Ну как? Ну что?
Так, меня слышно? У вас, по-моему, или у вас, или у меня. Да. Вот этот чел, который сейчас там дает интервью салафиту российскому Айзину, вот этот Руслан Кутаев. Руслан Кутаев – это оппозиционер при Джахаре Дудаеве, там противник. Потом… Демократическая оппозиция России. Подожди, во время русско-чеченских вот этих переговоров, да, когда договор о мире подписали, одним из требований как бы российской стороны, где посредником являлся Тим Гульдеман, вот этого человека из оппозиционной среды как бы, ну, во время переговоров поставили условия, чтобы он тоже как бы занимал какую-то должность в нашем правительстве. И таким образом вот этого назначили вице-премьером. Этот вице-премьер, когда началась вторая уже русско-чеченская война, уже находился в Российской Федерации, там возглавлял какое-то казачество, какую-то дружбу народов, кавказских каких-то народов, работал там в этой среде. И вот Сбежал в Москву, да, когда Москва напала на Чечню? Да, буквально перед русско-украинской войной сидел и делал заявление, что на интервью Сакурова, который там Путину говорил, что чеченцев нужно как бы отпустить, из них как бы не будет там ничего туда-сюда, сразу в пику ему сел и дал там интервью, где говорит, что никуда там кавказцы, чеченцы из России не уйдут никогда в жизни, там туда-сюда. Потом, когда началась уже русско-украинская война, он там в Джамаате у Закаева сидит, то есть в его вот этом собрании там вот этих вот закулисных там исламистов и так далее. И уже там пропагандирует, что он поддерживает Украину, что он за Чеченскую республику Ичкерия. И в итоге в ПАСЕ создается группа из русских демократов. И вот этот чел входит в эту компанию русских демократов. Там с Ходорковским совместно и так далее. Да, и вот он один из этой группы российских демократов. То есть, который сидит и чеченцам вливает вот эти вот настроения, да, там ненависти, антисемитские настроения. И еще говорит, мы знаем, мы чеченцы, да, там. Хочет себя ассоциировать с вот этой средой. И так, скажем так, завуалированно подкидывает мысли вот этим джамшутам. Ибрагим, раньше вот это про Ливан говорили, вот как похоже было, да, Советский Союз, 80-е годы, вот ролик, и вот этот Кутаев, как подходит, это методичка у них не меняется, ГБшная. Да, как дрон здесь вот написал, не забывай, что он еще русский офицер в звании капитана. Ну да, он капитан, является офицером. Вот такая тема. Просто вот это все, вся вот эта тема, да, там, подстрекательств, там, она системно вот так вот работает. И просто нормальные там какие-то чеченцы, они либо какими-то жертвами этой пропаганды являются, либо многие просто молчат. Потому что инакомыслие, оно даже вот то, что мы здесь выговариваем, это против нас вот открыта кампания. Вот эта чеченская, так называемая, да, там оккупированная Чеченской республики, телерадиокомпания ЧГТРК, и у нее есть такой фейковый поставленный, скажем так... И Николай Волхин, да, я хочу, да, без модула, да. В ЧГТРК есть директор такой, Чингиз Ахматов. То есть он директор
это видимость, да, что он директор. По сути, там никакого опыта там вести какой-то канал, там телевидение у этого человека нет. Они просто туда ставят вот таких марионеток, да, которым полностью уже сзади вот это стоящие там за кулисами, им четко дают установки, как работать, по какой теме. И вот у этого каждого директора есть помощник. Там главный помощник, ну мы его в простонародье так пушистиком называем, Магомед Арзалиев, который открыл там целые 2 телеграм-канала, они открыли и ведут против нас деятельность. Вот эти люди, как раз таки, когда мы ведем просветительскую работу, на этой теме призывают вот этих всех исламистов всякие, которые здесь вот орудуют, там шифруются за Ичкерией где-то прячутся, вот этих исламистов против нас, то есть угрожают нам, то есть призывают там, к террористическим актам. И это, к сожалению, там, скажем так, даже здесь, в европейских странах, очень слабо на это реагируют. На вот эти их угрозы, которые оттуда поступают, угрозы и призывы, и те, которые принимают их здесь на месте. Вот такая вот тут тема. То есть то, чем мы здесь занимаемся, вот эта просветительская такая работа, она очень-очень небезопасна. То есть как заниматься и на территории даже за рубежом, да, в европейских государствах, так и тем более там в Чеченской республике. Потому что даже те, кто здесь в европейских странах вот это дело как бы пытаются прояснить, да, там разъяснить, у них есть и близкие и на территории Чеченской республики. И также здесь, в европейских странах, открытые призывы ведут люди к террористическим акциям против нас, против тех, кто вот об этом говорит. Вот, к сожалению, у нас вот такая сложная ситуация. Но мы все-таки абсолютно как бы не на минуту, скажем так, не останавливаемся, да, и не думаем. То есть мы дальше будем просветительскую вот эту работу вести, пока у нас есть там... Да. Я вам могу объяснить, в чем проблема между нами и Ираном. Да, это важно. Я постараюсь коротко. Да, я постараюсь коротко пробежаться по этой теме. До 1979 года, до исламской революции, которая произошла в Иране, Израиль и Иран имели очень тесное сотрудничество и в плане экономическом, и торговля, и туризм. У нас были, может быть, даже более теплые отношения, чем с Америкой в данный момент. После 1979 года, тогда, когда к власти пришла власть Айтоллы и Ксира Хаминеи, я не буду входить сейчас в вопрос, кто привел эту власть туда, вопреки чему произошло то, что произошло, как Шах потерял власть над Ираном, хотя могу сказать, что тот же самый Шах был не меньше, чем та власть, которая сейчас присутствует в Иране. Он точно так же убивал свой народ, точно так же проводил репрессии, не давал людям жить нормально. Режим Аятулла и режим Хаминеи провозгласил Израиль той страной, которую нужно уничтожить, той страной, которую нужно разбомбить. И в их уставе, на государственном уровне провозглашено смерть Израилю, и на главной площади, которая называется Палестина в Тегеране, стоят часы, которые отсчитывают наши последние минуты. Я хочу конкретизировать нашу опасность со стороны Ирана. Хезболла – это прямая организация, террористическая организация, признанная во всем мире, которая спонсируется через Иран. Поставки оружия идут, деньги через Иран. Я могу назвать еще другие страны, но это можно сказать как третий, потому что
даже то, что у Хезболлы есть российское оружие, я могу сказать с определенной уверенностью, что поставки идут из России точно так же в Ливан и через Иран в Ливан, в Хезболлу. Террористическая организация хуситов, которая терроризирует, причем которая находится от нас на расстоянии 2000 километров, они вообще находятся на другом континенте под названием Африка. И эта организация, которая существует уже на протяжении 20 лет, терроризирует свою собственную страну Йемен и является прокси Ирана. И эта страна, это организация, которая держит в страхе пол Йемена и посылает еще и посылает еще ракеты в сторону Израиля. Причем те же самые ракеты, которые посылаются из Ирана, посылаются к нам оттуда в Израиль через 2000 километров. Милиции, иракские милиции, которые терроризируют тех же самых курдов, которые передают оружие из Ирана в Ливан, и тем самым спонсируя Хезболлу. Так что, ребята, если бы Иран занимался бы своим народом, развивал бы свою страну, а не терроризировал бы государство Израиль, нагнетая обстановку здесь, убивая наших граждан, то, наверное, мы не имели бы каких-то претензий по отношению к Ирану. Если бы Иран не разрабатывал баллистические ракеты, которые могут стрелять в сторону Израиля, это то, что он делает на протяжении всего этого времени, и если бы Иран не разрабатывал бы ядерное оружие, которым он прописал у себя в Конституции, что он хочет уничтожить этим оружием Израиль, то, наверное, у нас не было никаких проблем с этим государством. И не важно, какое государство это, суннитское либо шиитское. Так что на протяжении многих лет мы требуем от этого государства прекратить разработки ядерного оружия, прекратить разработки, уничтожить ракеты дальней дальности и баллистические ракеты, которые могут достигать наших границ. И как-то так. И это государство не идет ни на какие уступки. И то государство, которое хочет уничтожить нас, наверное, в тот момент, когда у нас это получилось, да, мы смогли сделать то, что мы посчитали нужным. Мы защищаем свое государство, и тем самым наша армия защищает нас. И ни одно государство не имеет права писать у себя в Конституции, что оно хочет уничтожить любое другое суверенное государство. Я постаралась это сделать быстро. Ну там, видите, договориться не получится. Не получится договориться из Палестины. Нет, не получится. Потому что в идеологиях там прописано совсем иное. То есть вы будете пытаться как бы на справедливость давить, да, там, пытаться призвать благоразумию какую вот эту вот одну из сторон. Но там это не работает, потому что у них своего мнения собственного не существует. У них есть только то, что им предписано. Угу. Так, МТ-80. Это идеология смерти. Маршрут. Приходите свободным. Можно тоже говорить. Здравствуйте. Привет, Ибрагим. Приветствую вас. Добрый вечер. Ну что, я вчера говорил на одном стриме, где там было очень много русскоговорящих мусульман. Я им сказал: ребята, а в чем дело? Когда был шах, тогда отношения с Израилем совсем по-другому были у персов. Сотрудничество было, развивалось государство. Вот, и все. Да, шах был, конечно, не супердемократ, да, он там вот, по-своему, но не было такой, знаете, дискриминации народа собственного, вот, такого унижения женщин, и не только женщин, и большинства народа, издевательства над народом, понимаете? Вот. И плюс к тому же открытая агрессия.
Я же все время слушаю, наблюдаю. Вот, за Московией и Ираном. Это две террористические государства, понимаете? Одни говорят, что надо уничтожить Израиль, другие говорят, нету такого государства Украина. Вы кто? Эй, Путин и его талы, вы что себе представляете? Вы что, землю сотворили, что вы распоряжаетесь, быть государству или не быть? Вы что, обнаглели совсем? Ну, один уже все, уже доцарствовался. Счет второму надо прячется где-то так по бункерах и выставляет вместо себя там надувных резиновых мальчиков. Ну, тут хоть имел мужество это самое отказаться от побега. Вы понимаете, что там договорнячок был? Он должен был в Москву перебраться с слитками золота и с каштовностями, это драгоценностями, понимаете, как вот это наш Янукович, как Асад перебрался, вот, понимаете? Они что, не пустыми приехали этими самыми сумочками? Они ж там, ого-го, золотишко и валюты привезли. Вот. Поэтому он отказался, поэтому и началось это. Если бы Аталла забрал свою семью и убежал в Россию с золотишком, как ему Путин предлагал, вот, и все. Даже тот же Витхов, который ходил с Россией все время договаривался там с Кушнером, зятем Трампом, о сделках, о триллионах, вот, ископаемых и бизнес, вот, все это было деньги. И тот заявил, а что это Аталла Хаминеи не капитулирует? Это было 3 дня до того принятия решения о открытии огня, было сказано им. А он сказал, что он не хочет. Вот. Ну и получилась такая картина. Вот. Так что такая-то жизнь, ребята. Израиль и Украина, мы должны отстаивать свою независимость, свое государство. Мы на никого не нападали. Точно так же, как Израиль не нападал ни на кого. Жил себе. Не кидайте, не ходите, не кидайте камнями, не провоцируйте пограничника, не пускайте эти трубы, заряженные динамитом, на сторону Израиля. Все. Израиль да, не давайте туннели. Да. Целые там туннели понарыли. Да, Европейский Союз и мировое сообщество выделяют им деньги, дают, чтобы они развивали, чтобы они там строили. Да. Они вместо этого полностью используют это для террористических вот этих акций. А эта криминальная организация в Газе, она взяла в заложники весь народ, вот, и обдирает их. Они то жируют, шикуют, вот, и вооружаются, прячутся там подземельем и все остальное. А некоторые политики закрывают на это глаза. Вот. Вы можете себе представить, под этим офисом представителя Организации Объединенных Наций Палестинской Автономной Республики в секторе Газа, вот, под этим организацией... Под больницами, да? И под больницами. Отцы с кронами. Это я вмешался, и теперь вас не слышно, МТ. Сейчас слышно? Алло. Да, сейчас нормально. Поэтому это самое. Вот, вместо того, чтобы развиваться, они сейчас вспомнили о государственности. А чего, когда параллельно распалась эта империя английская, колония распалась, и создавалось государство Израиль, вот, и Палестине тоже давали государственность. Почему они не взяли? Они захотели сами
с евреями быть, потому что они не знали... Потому что там нету цели создать государство, там себе. Они не там знали, как это... цель не дать евреям построить свое государство. Вот она какая Я цель. исправлю вас и скажу вам исторический факт. В тот момент, когда было создано еврейское государство в 1948 году, ту часть, которую ООН отдал для создания палестинского государства, забрал Египет и забрала Иордания. На этом точка. 19 лет, и кто ничего не хотел отдавать. 20 лет. Потом началась война. И в 1948 году была война, и через 19 лет опять война. Так что вот так. Насчет вот иранцев, да, там, то, что сейчас вот эти будулаки всякие, там, террористы активизировались здесь в интернете и как бы занимают сторону Ирана, на самом деле вот эти представители там салафитского вот этого политического ислама, они такие же ваха, эти шииты, да, иранцы, как и евреи. То есть там для них вообще никакой разницы нет. Но они как бы вот в данной вот этой ситуации именно антиеврейские настроения, то есть по вот этой вот программе, вот их именно пропагандируют. Хотя вот абсолютно у них абсолютно такая же ненависть к шиитам. И они вообще шиитов мусульманами не считают. Это тоже понимаете. Хозяин Москва и Ибрагим. Поэтому за хозяина админ, ты можешь? доставать. Да, ты можешь, админ, вот еще там ролики тебе пару штук скинут. Вот как раз по теме Иран, Россия, как это пропагандируется. Можешь показать? Молчит. Сейчас он пока... У нас админ не говорящий, но он слышит нас. Пока он не подготовился, можно как бы комментировать ситуацию. Мне только хочется сказать, что... Я считаю, что палестинцы... Жаль ту молодежь. Я считаю, что палестинцы — это один из самых великих и прекрасных народов мира. Потому что в течение нескольких поколений палестинцы отдают свою жизнь, свое здоровье, свою волю для поддержания равновесия мира, даже мироздания, основанного на справедливости. Справедливость — это божественный принцип. Рожу этого ублюдка. Просто так, на момент покажи, да. Отдавать этот принцип своей жизни, это по существу отдавать своей жизни во имя Господа Бога, во имя самого светлого и прекрасного, во имя чего создана наша земля и наше мироздание. Центр мира находится не там, где строятся авианосцы, не там, где строятся космические военные группировки. Центр мира находится в Палестине, потому что именно там, через Палестину, проходит земная ось, позволяющая нашей планете вращаться в ту сторону, в которую запустил ее Господь Бог. Недавно я был в секторе Газа. Я двигался по туннелям. Я выходил на позиции ночью, где отряды сопротивления несут дежурство, где они охраняют позиции ракет «Кассам». Я видел эти прекрасные лица, эти напряженные, зоркие, умные и восторженные глаза. Я встречался с палестинцами, которые только что покинули израильские застенки, израильские казематы. Они были изможденные, они едва двигались, они шатались, их поддерживали. Они пришли навстречу со мной рассказать о тех мучениях, тех пытках, которым они подвергались в израильских застенках. Меня поразил рассказ одного палестинца средних лет. Он сказал мне: когда я был мальчиком, я кинул камень
в израильский бронетранспортер. Из-за этого попал в тюрьму. Когда я вышел из тюрьмы, я взял не камень, я взял самодельное ружье и выстрелил в сторону израильского вертолета. И опять попал в тюрьму. Когда я второй раз вышел из тюрьмы, я взял в руки калашников и стрелял по оккупантам, которые вторглись на наши территории. И опять попал в тюрьму. Теперь, когда я вышел из тюрьмы, я жду, когда меня допустят к позициям ракет «Кассам», чтобы обстрелять врагов моего народа. В Палестине самое поразительное и прекрасное в секторе Газа даже не эти редуты и эти опорные пункты, где стоят боевые системы. Меня поразило в Газе то, что в ответ на израильские бомбардировки, на ракеты, которые каждый день падают на Газу и вырывают из жизни детей, женщин, стариков, что в ответ на эти пепелища, которые оставляют после себя налет израильцев, палестинцы сектора Газа сажают сады. Они сажают огромные пальмовые рощи, огромные оливковые рощи до горизонта. Они превращают свою многострадальную землю в землю райских садов. И это восхитительно. Это божественный ответ на мировое зло. Россия всегда была, и в ту пору, когда она называла Советский Союз, и теперь, она всегда была рядом с палестинцами. Россия и теперь поддерживает арабский мир в его освободительной борьбе против агрессоров и оккупантов. Вы знаете, что когда на юге Ливана произошло израильское вторжение, и израильские танки Меркавы вошли на ливанскую землю, мужественные стрелки Хезболлы направили в их сторону противотанковые снаряды «Корнет», построенные в России. И эти «Корнеты» сожгли там 30 израильских танков. Недавно я был на заводе, который производит эти «Корнеты». Это небольшие, очень изящные, красивые ракеты, напоминающие дельфинов. Я подошел к этой ракете, когда меня никто не видел, погладил ее и сказал: «Здравствуй, Корнет, ты хороший парень. Я прошу тебя об одном. Если ты увидишь где-нибудь израильский танк Меркава, будет это юг Ливана или это сектор Газа, долбани его так, чтобы у него отлетела башка». Этот снаряд немножко помолчал и сказал: «Ладно, я сделаю это». Поэтому в этот день, вот на этой святой для русских революционеров площади, я говорю, что да здравствует палестинский народ, да здравствуют узники палестинцев. И пусть сегодня здесь прозвучат слова нашего русского великого поэта Пушкина, адресованные узникам и несчастным людям той поры. Эти слова звучат так: «Темницы рухнут, и свобода вас встретит радостно у входа, и братья меч вам отдадут». Аллах Акбар. Вот как раз заберите Ронины, там, Ибрагимова, кто там, свой джамаат вот этого. Как раз его эмиром можно поставить. Извините. Это единственное, что он правду сказал в его словах. Вот. Единственное, что он правду сказал, что это Советский Союз, КГБ и ФСБ вот, способствует, тренирует, вооружает это бандитские формирования. Вот, представляете, а дальше пошла клиника. Он с металлом разговаривает, и металл ему отвечает. Это шайтан. Шайтан, дети шайтана. Вы знаете, что самое страшное? Дети шайтана. Самое страшное, то, когда они побазали, это еще ничего. Это еще ничего. Самое страшное, когда они на базаре берут тех людей, которых они считают предателями, ставят их на колени, вокруг них стоят сотни людей, которые пришли за покупками на этот базар, и вот они становятся кругом, этих выставляют посреди круга, выставляют расстрельную команду, сначала их стреляют по ногам, они мучаются, а потом лишь когда они отмучились, их расстреливают. И вот так постоянно на базаре расстреливают людей. Теперь скажите мне, пожалуйста, вы хоть раз кто-нибудь был в Газе, чтобы увидеть сады,
да, которые у них растут. Хоть кто-нибудь видел там эти сады из пальм и из оливков? Оливки растут везде, где ни плюнь. У нас они тоже растут, и там они тоже растут. Если они пальмы высаживают, то, извините, они забрали то, что мы им отдали, все те сады, всю ту экономику, которую мы им отдали, они все ее испоганили. И живут за счет Европы и Америки, за счет ваш счет, за ваш счет они жили. Всю свою жизнь существования сектора Газа под Хамасом они жили за ваш счет, запомните, европейцы. Высасывали соки из вас. А теперь вашу молодежь учат, чтобы вы шли спасать вот этих вот идиотов, которые сами же арабы за людей не считают и считают их цыганами. Сами арабы называют их цыганами. Это же просто кошмар. Это кошмар, просто кошмар. Админ, включи еще ролик. Что-то ты не видишь, по-моему. Я бы его просто я не знаю. Шестая палата отдыхает. Это вообще даже не шестая палата. Не, он это не единственное его обращение, он пропагандирует это, там даже где-то он с повязками вот этими, там с надписью «Нет Бога, кроме Придет к нему Аллаха». время, придет к нему время, придет. Да, он, Шевченко и Леонтьев, вот эти три пропагандона, они постоянно это их тема. Я сегодня смотрел, это у Соловьева есть его такой дружок на его канале, там на его этой свиноферме его работает, Мардан. Вот. И он уже начал уже переобуваться, он уже начал искать виноватых. Оказывается, во всем виновата коммунистическая партия. Тобто Зюганова, вот этого старика, пердуна, который там остался, вот, борец за за права и судьбы трудящихся, вот, который стал миллиардером и детей своих сделал такими, и внуков, и все. Вот, они сейчас на него бочку катят, потому что, они ж как бочки с крысой, которые там, кто сильнее, тот слабее поедает. Потом и пауки там, кто сильнее, того слабее поедает. Так они сейчас уже. Я, правда, до конца не стал дослушивать его, вот, потому что не стал терять время, но вижу, что там горит. Что они-то далеко не... Они подлецы, но они далеко не дураки. Они видят, какая разворачивается вот эта обстановка и что их может ожидать. Вот. Все. А наши ребята делают хорошие дела. Вот, нам бы побольше инструмента, и мы будем такую работу делать красивую, что ой-ой-ой. Вот. Но, видите, с одной стороны, то, что Америка и Израиль наносят по Ирану удары, это, как говорится, обеспечивает тоже в том числе и безопасность не только Израиля, вот, и Украины, и с другой стороны немножко трудностей. Ну да, как минимум шахеты уже как бы отрезаны. Ну, видите, они сегодня запустили по нашей территории, ракеты. И мы красиво их сбивали, эти знаменитые, которые аналогов нету, несбиваемые. Мы все 100% сбивали цирконии. А в этот раз не получилось, потому что не о чем было. Вот, и такая просто была. Вот эти жамшуты, да, я просто вот хочу донести, до общественности, что эти жамшуты, они не сами как-то не естественным образом появляются, не сами откуда-то из земли вырастают.
Просто это огромная такая пропагандистская работа, которая превращает там общество в быдло, ну, плюс 32. И в итоге, короче, они Это начинают уже... До какой степени надо потерять вот, все, что можно. Вот. Это вообще даже, я не знаю, сравнить с каким животным. Вот. Даже не сравнишь ни с каким животным. Даже с животным, которые там, это самое, ну, охотники и прочее. Так. Вот. Так, админ, поставь вот это видео. Тоже коллега этого Проханова, Шевченко. Как вот они пропагандируют. Не добившись каких-то политических целей. Цели – это уничтожение исламского режима и капитуляция перед Израилем исламского Ирана. Вопрос. Если вы убиваете в Рамадан великого Айталу, Саида, потомка пророка, великого, можете ли вы рассчитывать на то, что его последователи пойдут с вами после этого договариваться? Если вы его уподобили пречистым имамам Хасану и Хусейну, которые также были убиты в бою с неверными, и другим пречистым имамам. Вы сами его таким сделали. Вы его сделали из человека, сделали его в религиозном смысле сверхчеловеком. И теперь, как говорится, для его последователей далеко не все иранцы любят вилаят факих, далеко не все иранцы являются последователями шиизма или великого Айталы, или, значит, далеко не все они готовы умирать за эти ценности. Но миллионов 10 тех, кто готов, мы найдем. Максим, и это... Вот пропагандон еще. Да? Вы слышали оговорочку по Фрейду? Мы найдем. И вот ведущий, я еще... да, короткое это видео. не оговорка, это абсолютно не оговорка. Это он так и заявляет. Он сидит так. Это не первый раз. Это не первый раз. Кстати, он вот по Жамшутам, он тоже один из тех, кто по ним работает. Перебил вот ведущий радио Марш там короткий закинул с этой же темы, как 7 октября он говорит там секунд 20 ролик, что были убиты только военные израильские как раз. Можно поставить это и потом обсудим. Вот эта пропаганда идет с одной стороны с Россией, вот посмотрим, как это. Скажу, что то, что сейчас произошло вокруг Ирана, начало этому, и там были ступени процесса, через которые это шло, было положено 7 октября 23 года. Резней, который устроил Хамас... На секунду рожу покажи. 1500 гражданских. Да не гражданских, там 1200 военных было. Перестань это повторять, Эльмар. Я повторю это. 1200 военнослужащих армии обороны Израиля были убиты в этот день. Потому что это ложь, там были убиты, сожжены женщины. Я видел, да, были жертвы среди гражданских. Которых убивали вместе даже это было, но 1200 военных погибло. 7 октября началось, и там были этапы, я вам могу сказать, что я считаю, что этап, через который шла ситуация к нынешнему. Вот. Комментарии есть? Вот. Сволочь конченая. Тварь конченая. В общем, вот видите, одной стороны России сидят, другие, типа российские оппозиционеры в Европу от России убежали, и здесь другие. Тут одна и та же методичка у них, и вот и несут вот эту антиизраильскую пропаганду все вместе. Вот. А эти жемшуты нам заскакивают, вот этих слушают, вот этих идеологов. И все. Вот, кстати, что-то жамшутов не видно. Ты одного вообще прогнал?
нужно было его тоже немного поковырять. Где остальные? Давайте, Жамшути, тоже заходите, будем дискутировать. Вот, только Абу Кирилла, если что, мы выключим, если он будет агрессировать. Вот посмотрите, вот Шевченко не видел вот эти ролики, как мирных людей, он говорит, военных 1200 убили. Вот такой ложь, такая тварь такая. У меня слов нет, просто, вы знаете, у меня слов нет, потому что все эти видео, которые мы видели в первые 2 дня 7 и 8 октября, а мы видели все в прямом эфире, как они это все выкладывали в Телеграме, чтобы Да. них, у этого Шевченко, у всех этих гадов, убийц, паразитов, потому что для меня они... Другого названия нет. Ребята, дай бог Украине быстрее победы и Израилю. Вот эти, когда будут две разведки объединяться, вот этих подонков всех найдут, понимаете? Да, вот для меня важно вот эти подонки важны для меня, понимаете? Жамшуты для меня не важны, вот эти подонки. Да, но это мусор нижний, вот этот отброски, вот эти, которые сюда заходят, они тоже должны по харе получить. Да, там Жамшут из-за того, что он там Жамшут не уходит из-под ответственности. Да, я вообще говорю то, но вот главное Но вот эти, идеологи, они все-таки первично должны как бы нести ответственность, которые вот эти Жамшутов там балуанят постоянно. Да, вот эта тема, такая тема полностью вот наш народ превратила в управляемую такую массу, да, вот. К сожалению, с этим бороться очень сложно. Хотя потенциал есть огромный, есть и в Европе выросшее поколение там, с какими-то навыками там уже успешно там учатся люди, но вот все равно противостоять вот этой пропаганде, да. Просто сейчас на фоне вот русско-украинской войны вот эти вот через этих идеологов вот эта вся такая радикальная среда, она активизирована. То есть, чтобы всеми путями, там, всеми силами, чтобы вот эта параллель, да, она не проходила такая параллель между русско-украинской войной и русско-чеченской войной. Хотя, по сути, это 100% аналогия, да? То есть, то, что у нас было, сейчас повторяется в Украине. Но вот эти люди, которых активизировали, они всеми там силами, всеми там, я не знаю, фибрами своими пытаются преподнести то, что нет, то, что в Украине и России это другое, то, что у нас было у чеченцев там с русскими, это другая тема. То есть мы, оказывается, какие-то шарикаты устанавливали там, начиная и от Дудаева, короче, и кончая там сегодняшними там. Ну там Бог был, шумда, Как? Там Бог был, шумда, Худая Бог был. Дудаева очень, а Бог был, шумда, даливашли. Дудаев, когда был Дудаев, чеченский народ вообще не знал, что такое вот эти салафизмы всякие. В смысле, Кобол, я ж поймал, мать, с Кобол. Абу Кирилл, да, вот это, на провокационный. Возвышенный вопрос, что из-за цветов, абу
كفيرو كبيرو Saburde, dokumaro işte prezident var ya dokumaro. Saburde kadir ta dokumaro prezident var ya. В смысле президент وريا خذوا президент وريا президент وريا президент ورقي أصلا جواب президент ورقي. Абу Кирилл, он вообще другой вопрос задал. Зачем ты на эту тему уходишь? А связь декятсон. Админ, Абу Кирилла пока тормозни, у него антенны вообще нету. Он не слышит, что ему в ответ. Я про Ивана, он про болвана. Я что-то не понял, короче. Асбог Дудаю Хавенир, он 40 лет заслужил в Российской Федерации, империи, при коммунизме. Он набрал много опыта. Он воевал против афганцев, против других населенных пунктов. И в любом случае этот человек был сделанный из Российской Федерации. И этот человек раз пришел к нам и сказал: я являюсь вашим президентом. Подожди, махал саго, Абу Кирилл, вообще хал таго. Что вообще не по теме, мадица? Ой, нохчи роушит элеохиби хилма хушбат. Нохчи кама роушит элеохиби хушбат. Асбог худу шта воиньола. Подожди один момент, подожди одну минуту. Джохар Дудаев был выходцем Советского Союза, так? А ты знаешь, как сказал Хасбулатов? Еще раз повторяю, из семьи евреев. Еще раз повторяю. Джохар Дудаев, то есть выходец, современник Советского Союза, выросший при Советском Союзе, так? Вопрос тебе. Унисон, Амел, давай дискутировать. Я говорю, потом ты говоришь, я давай, задавай вопрос, я тебе буду отвечать. Хорошо. Ты сейчас сказал, Джохар Дудаев, современник там Советского Союза, выходец Советского Союза, так? Да. А чеченский народ, в котором он был президентом, он как чей выходец, где он находится? Он что, с Луны упал? А он был в то время под влиянием казахского народа. Мы после 56-го года приехали в Чечню, да? Ну да, Джохар Дудаев приехал в Чечню в 56-м. Все наши там родители, все приехали. Дальше. А он говорил, что он был в Киргизии, да? У нас были и в Киргизии, и в Казахстане вот так разбросаны. А ты можешь доказать, что он был в Киргизии или нет? У меня сейчас документов нету в Киргизии он или где был. А с какое это имеет значение? А почему он не был в Казахстане, как другие чеченцы? Так потому что... Как он не был в Казахстане, когда ему при выселении, ему там 2 месяца или 2 года. То есть он вообще ребенок на руках во время выселения. Ну. И ты можешь подтвердить данные, что его родители были высланы? Конечно, это все знают, и их односельчане, и их близкие, и его братья, все его родственники. Вот здесь по Европе живут его родственники какие-то там, племянники, племянницы, то есть близкие. Все они, как и все чеченцы, были высланы. А у тебя что там? Ты знал, что он являлся горным евреем?
Ну и что, даже если он являлся гордым? Вот, например, вот при выселении, Если когда НКВД заходило, Подожди, алло, 29-й. Сын Джохара Дудаева сдал ДНК-анализ. Он есть вот это Нохчи проект. ДНК в открытом доступе. Можешь туда зайти, посмотреть. Сын Джохара Дудаева сдал ДНК по отцовской линии. Он состоит в гаплогруппе G2, рядом со всеми, там, сколько процентов, 50 и более чеченцев. То есть в этой гаплогруппе рядом со всеми остальными. Если Джохар Дудаев для тебя еврей, ну да, тогда больше 50% нашей нации, мы тоже как бы все евреи. И что теперь? Не, среди чеченцев жили евреи, да, например? Жили евреи, жили горские. Вот, например, вот Хазбулатов сказал, Джохар Дудаев Хазбулатов вообще является... петух, натурально русский петух Хазбулатов, который полностью против своего народа, работал на русских, Ребята, надо знать, кто такие евреи и откуда они берут. Дайте сказать два слова. Хазбулатов, что такое Хазбулатов? Он кто такой? Хазбулатов, фамилия. Он кто? Можешь сказать? Хазбулатов был чеченцем. Да? И что он для чеченцев делал вообще? Да. Сговорил вести войска, что ли, русским? Да. Вот это А что он помню. еще должен был делать? Он должен был встать вместе со своим народом, когда его народ встал. Когда Ахмад Хаджи встал, твой великий, вселенский, я не знаю, какой-то герой. Вот, например, Ахмад смотри. Хаджи. Помнишь, Ахмад Хаджи стоял На тракторе. Да, и призывал к джихаду, помнишь, чеченцев? Не слушайте своих мужей, женщины. Вы тоже должны выходить. Он тоже еврей, да? А ты не даешь мне договорить. Потому что в то время Ахмад Хаджи думал, что это действительно джихад. Но он когда узнал, что происходит в Чечне, и чеченцы каким образом друг друга... Подожди, он когда врага сказать, когда узнал? Подожди, когда он узнал это? Ну, когда узнал? Когда он против пошел. Когда, в каком году это было? Ну, в 2000 году. Ты знаешь, что в 99 году, когда русские заходили, Ахмад Хаджи стоял и благословлял армию Хамбиева на джихад. Ты помнишь этот момент? Хамбиев. Хамбиев кто такой? Хамбиев был министром обороны, к сожалению. Масхадов, это отдел кадров Масхадова вот так сработал, что Хамбиев был у него министром обороны, что Ахмад Хаджи каким-то образом из-за подлога в Конституцию Идиговым, Яндарбиевым религия стала частью государства незаконно. И Ахмад Хаджи, муфти, стал государственным чиновником. И, к сожалению, вот это был человек, которого притащил с собой Масхадов. Ну, ты думаешь, что Ахмад Хаджи неправильно действовал, что ли? В чем, как можно правильно действовать? Ахмад Хаджи сделал для русских хорошее дело, и потом они его взорвали на стадионе. Абсолютно никаких каких-то других действий он вообще не сделал. А ты видел, к чему шел наш народ? Можно? Вот подойди. Что на нашим народом? Наш народ физически просто потерпел поражение во Вторую русско-чеченскую войну. Вот, когда твое сопротивление иссякает, уже ты заканчиваются бойцы сопротивления, то тогда ты как бы проигрываешь вражеской стороне и попадаешь в его неволю.
И там от Ахмад Хаджи ничего не зависит. Можно? Просто физически мы проиграли, и все. А почему мы так проиграли физически? Вот, Один вопрос дайте. Один вопрос можно задать? Давай. Выхожу. Абу Кирилл, один. темный, что нормально, дисталитовый. Да, нормально, Хурюта, за вопрос у меня. Абдулла, Ажан, вот скажи мне, в 1944 году кто нас выселял? Евреи нас выселял. И до Кавказской, русско-чеченской войны кто нас убивал? 300 тысяч наших людей кто убивал? Вот скажи мне. Это был Сталин. Сталин, грузин. Ага, подожди. А вот с 94 по 2007 год кто нас убивал? Но это тоже были русские. Да? Не горские евреи, нет? Да. Ну, во главе у нас был Джахар Дудаев. И он сказал... Вот, Джахар Дудаев. И вот Хаджиевы, Умаровы, Залгаевы, вот эти люди для тебя кто? Гантамировы, Лобазанов, Ямадаевы, вот эти кто для тебя? Ну, на данный момент в Чечне, какая власть? Русская. Ну, русская. А почему? Потому что физически они нас победили, вот физически, понимаешь? Вот они победили, да? И если, например, вот сколько грязи и бесчестия они творили в Чечне, да? А когда Ахмад Хаджи вышел и сказал, вы больше не будете трогать мой народ, я сам буду с ними разбираться. И что? И как Ахмад Хаджи, свободница, как Ахмад Хаджи, вся чеченская, все сопротивление не смогло победить русских. Ахмад Хаджи из задницы молниями, что ли, стрелял, я извиняюсь. Ахмад Хаджи там ни хрена, просто человек, который в лице в глазах мировой общественности поставлен, что как будто бы там чеченцы сами вот между собой у них происходят какие-то междоусобицы религиозные. А мы, русские, вообще в стороне. Вот что сделал Ахмад Хаджи. То есть он оправдал русских. Он своими действиями перескочил. Например, против русских, за русских, если не был бы Ахмад, то что бы сделал? Вы что бы сделали против России? Ахмад там, смотри, за русских. Но вы что сделали бы? В то время они насиловали женщин. Смотри, они ты логично. убивали наших молодых пацанов. Как понять, что а вы что сделали? Вы убежали? Мы воевали, да. Как мы убежали? Воевали до последнего. А вот у тебя логика вообще работает. Вот Ахмад Хаджи, что он русским может дать? Он что, взлетает и их из задницы молниями расстреливает? И они вдруг с ним что-то там, какие-то соглашения сделали. Абсолютно от Ахмада Хаджи там ничего не зависит. Мы физически Ахмад Хаджи сказал, если мы не будем сотрудничать с Россией, наш народ будет унижением, состоянием уничтожен. Как бы ты не сотрудничал с ними? 300 лет не смогли, и сейчас не смогли бы. Вот видишь, он дал платформу чеченцам, чтобы тебе уезжать в Европу. Алло, как мы бы не сотрудничали с ним? Вот что могли бы чеченцы сделать, если бы не Ахмад Хаджи? Что было бы? Ничего, нас просто стерли бы с лица земли. У нас что, куда стерли? А нас и так не стерли, что ли? До сих пор стирают, до сих пор. Это еще цветочки. В Украину гоняют. Конечно, еще цветочки. Еще неизвестно, какие войны в Иране они развернут, какие войны они в Украине еще, хотя еще балтийские страны они намечают, там, в Польшу. То есть пока Путин там есть, да, и вот эта его банда вокруг него, они до своей гибели, до своей старости будут
вот эти очаги распространять по всему миру. И это как бы кто не прятался бы голову, в песок не прятал, это неизбежно. Это будет, к сожалению, вот мир создал сам вот такую ситуацию, вовремя не отреагировав. И способствовали этому наши вот эти будулаки, жамшуты. Вот, например, вот они поспособствовали тому, чтобы мир вовремя не понял, в чем, как бы, что происходит на самом деле. Вот смотри, вот, например, потому что брат... Путин реабилитировался в глазах мировой общественности, став защитником цивилизованного мира от исламистов, которых сам создал и по сей день полностью которых там контролирует, штампует. Ты слышал про Зелимхана Харчоевского, Абурга? Что он сказал? Ему задали вопрос, почему ты постоянно выигрываешь, и у тебя нету поражений. Он сказал, я не иду на то, что я где могу поражение получить, где я проиграю. Зелимхан Харачоевский вообще проигрывать не это вообще абрек, как бы одиночка, который никакие войны даже одиночка даже сказал, что алло, когда он не может и 96 года перед он бошранской выиграть Соборденко. Арбахе хошват салат, а жим мацуная. Вот, например, если Ахмад Хаджи не встал, вы думаете, что вы Ахмад Хаджи 96 года. Ахмад Хаджи взорвали на стадионе, и что изменилось? Что изменилось? Сегодня его сын надули его, как шарик, короче, там, ходит. И что, если сегодня он лопнет вообще? Нет, например, вот если в то время Ахмад Хаджи не стал бы, вы думаете, что мы победили бы Россию? До Ахмада Хаджи была Малика Газимиева. Простите, извиняюсь, короче. Россию победить никто не собирался, мы свое берегли всю жизнь. Россия осталась там, где была. Россия не отпустила бы нас. 96 года. Выгнали их, выгнать в 96 год, Вольгар-Пыш. Сохранил, 96 года, а что ночью так, значит, арболи, гинуат салаты. Это не является победой, потому что они через 2 года опять пришли. Победа оценивается концом. А конец какой? Ну тогда это еще не конец. Шо ичкирич, шо джамаат, Дагестан. Я вас буду. Вы же пошли против Дагестана. Вы здесь создаете бардак. Смотрите, у нас сегодня как бы эфир русскоязычный. И у нас есть гости, которые понимают, да, то, что мы говорим. Я поэтому говорю, вы сами начали эту войну, потому что когда вы зашли... Когда вы зашли... Момент. Попрошу не прыгать с темы на тему. Будем вы же зашли Дагестан, Шамиль Басаев и Хаттаб. Будем закрывать одну тему и начинать следующую. Сейчас что у нас за тема? Тема Дагестана у нас? Не, я же говорю общий наш, который мы, нашу политику, которую мы сотворили, да, например, в 99 году... Ахмад Хаджи был чиновником? Нет, вот посмотри, вот 90... Алло, 29-й, не убегай. Ты не даешь мне высказать, потому... Ахмад Хаджи Кадыров. Ты не прав, я выйду, если ты будешь... Ахмад Хаджи Кадыров, чиновник в Чеченской республике Ичкерия, является муфтием, так? Ты не даешь мне выговорить, потому что тебе не выгодно. Ну давай, говори, что ты хочешь сказать. Вот смотри, в 99 году Чечня жила независимо, Дагестан, все страны жили в независимости. И
то время... Дагестан не жил в независимости. Дагестан — это Российская Федерация. Но от нас Чеченская республика Ичкерия подписала соглашения хасавюртовские, 5 лет перемирия. Потом в Москве 2 президента 2 государств подписали межгосударственный мирный договор от 12 мая 1997 года, где обе стороны обязались за последние 400 лет войн отныне решать конфликты мирным путем. Дальше. Дальше, пожалуйста, дальше. Микрофон включи и говори. Подожди сейчас. Что у тебя там? Информацию скидывают тебе? В 98-99 году директор ФСБ Степашин приезжает в Дагестан, посещает 2 шариатских села российских, Карамахи и Чабанмахи, в которых установлен шариат. Потом дает интервью по телевидению, что такой бы шариат всему Дагестану. Потом, после его визита, даже присылает туда гуманитарную помощь, высокогорные эти 2 села. На вертолете прилетел он и улетел. Потом в 99 году эти 2 села, высокогорные, дагестанские, окружают русские солдаты. А Шамиль Басаев, которого затянули багаудины, всякие вот эти дагестанские идеологи, хренобистические, ваххабистические, затянули его в Конгресс Чечни и Дагестана, так называемый, который создали вот эти вот ублюдки. И взяли, затащили туда Шамиля Басаева. Шамиль Басаев обязуется после этого, после того, как его назначили главой этого Конгресса, обязуется в случае какой-то военной и так далее ситуации одной из сторон Чечни и Дагестана, что другая сторона обязуется стать на защиту. Вот так затянули туда Шамиля. Вот, например, вот русские во Вторую войну зашли в Чечню, да, тысячами, 100 тысяч, 200 тысяч. И у них были гаубицы, у них были танки, у них были БТРы, вертолеты, самолеты, у них были земля, ракеты, у них было все, потому что даже Америка боялась их, да, а Чечня думала, что выиграет от них, да. И когда они зашли, что они творили над чеченцами? Скажи, рассказывай. В первую русско-чеченскую войну. Они даже трупы даже нам... Я тебе отвечаю. Ты задал вопрос, теперь я отвечаю. В первую русско-чеченскую войну со всеми их градами, ураганами, смерчами, там, я не знаю, со всем вот этим дерьмом, то, что у них там было. В первую русско-чеченскую войну русских вынудили сесть за стол переговоров, чеченцы в одиночку. То есть, когда захватили город, операция «Возмездие» 6 августа 1996 года, ее же называли по-другому операция «Джихад», которую разработал в большинстве своем Аслан Масхадов, который позже станет президентом. И в количестве там 800, 750, 800 человек вошли в Грозный, и к ним подключились еще 2000 партизан. И таким образом русских во всех местах их пребывания, во всех комендатурах, блокпостах окружили и начали мочить в сортирах. И никакой подход силы, подъезд там, танков, техники, все было оцеплено и заминировано. И эти начали свои кальсоны вывешивать, белые флаги, короче, начали сдаваться, и чтобы полностью не зачмориться там перед всем миром, им пришлось прислать Лебедя, который прибежал в Хасавюрт, и вот так вот были... Не, я во Вторую войну говорю. Что во вторую? Сказать, немного времени занять время. Потому что тема не туда зашла, он ни на что не ответит. Он как зашел, поставил под сомнение национальную принадлежность Дудаева.
у меня само возникает вопрос. Вот этого национальная принадлежность, является ли этот человек чеченцем? Я, например, хочу задать один вопрос. Вот тебе надо задать несколько вопросов. Вот, Ибрагим, задайте ему несколько вопросов, чтобы он задавал вопрос. Ему задайте. А ты чеченец? Не, я тебе отвечать не хочу. Нет, чеченцы не бегут от войны, от врага, а ты убежал. Ты являешься чеченцем? Не, я с тобой разговаривать не хочу. Я таких, как ты, вот знаешь... Но ты же убежал от войны, да? Ты же находишься в Европе. И ты укрываешься. А где где наши истории, чтобы чеченец показал спину врагу? А вы показали спину, и вы убежали, как шакалы. Вы не волки. Ты сейчас замолчи, я тебе скажу, я где был. А вы предали своих... Подожди, я тебе рот заткну спокойно. Ты скажешь, где ты был, где я назову, где я был. Я 31 декабря был в Грозном. Я 6 августа 96 года был в Грозном. В 99-2000 году был в Грозном, защищал Грозный. То, что я там по равнине, по горам, я ничего не говорю, что бегал. Ты где был это время, скажи? Ты где был? А почему ты до конца не пошел? А ты где был? Так я до конца пошел. Но ты же убежал. Ты где был? Я не убежал. Ты за меня не отвечай. Ты отвечай за себя. Ты за меня не отвечай. Не, твой базар, твой базар не пройдет. Ты показал жопу. Подожди. Я не пойму. Ты вот, он у тебя спрашивает, ты где это все время находишься? У русских в памперсе ты или где ты вообще? И сейчас где ты? Я не пойму. Пускай, Ибрагим, я за себя ответил. Мне тогда было 12 лет, например. Где ты был? Скажи, ты где был? Ты где был? Мне тогда было 12 лет. Уточнить, да ты... Что бурдаешь? Подожди. Тогда тебе было 12 лет. Включайте этот микрофон, бля, ёбаный. Сегодня... Свободно, Багмали, тормози. Тебе тогда было 12 лет. Сейчас тебе сколько лет? Сейчас 42. Это свинья чеченского народа выступает. Ветеран, я же тебе дал договорить. Подождите. Сейчас тебе 42. Сейчас ты у русских в памперсе или где ты? Не, русские похуй, бля. Русские для меня являются свиньями. Не, подожди. Я тебе вопрос задаю. Если ветеран убежал, если я убежал, как бы, да, мы физически покинули территорию. Но ты же остался где-то, да? Где ты в русском памперсе сейчас сидишь? Или ты там в окопах где-то что-то отстоял? Я в Европе. Кому ты претензии? Кому ты претензии тогда приводишь вообще? Я не пойму. Вот вам, вы же вышли на войну. Вы же вышли на войну, а почему вы до конца не пошли? Мы вышли, а ты как в Европе находишься и за Ахмад Хаджи топишь? Он же войну остановил русских. Как бы русские теперь братья, ты почему не так? Вот, например, если в то время, если Ахмад Хаджи не встал бы, не вышел бы. Это не чеченец. Чеченскому языку можно за 2 года научиться. Языку чеченскому за 2 года можно научиться. Что произошло бы над чеченским народом, ты никакого отношения к чеченскому народу не имеешь, предатель. Ничего не произошло. Но если ты имеешь к чеченскому народу что-нибудь, ты езжай в Чечню и докажи, что ты чеченец. Ты задал вопрос. Еще раз повторяем на твой вопрос. А что ты 30 лет живешь за границей и езжай в Чечню? Подожди, вообще-то диалог, дискуссия. Тупой баран Бог отдала, да? Нормально дискутировать, да? Сейчас он под градусом. Он что-то выпивший, как я понял, не что-то нормально набравший. Это дурачок. Набрал он, или выпил, или что-то закурил. Тебе 100 раз объяснили тупоголовому, что твой Ахмад Хаджи вообще ничего не сделал. Твой Ахмад Хаджи сделал то, и сегодня Рамзан делает то, что нас во всем мире считают, что у нас внутричеченский какой-то конфликт, что у нас Рамзан какой-то, и у нас проблема с каким-то Рамзаном. Что у чеченцев внутренняя какая-то проблема. Вот что твой Рамзан и Ахмат делают. Если бы твоего Рамзана и Ахмата не было, там был бы русский Володя какой-то.
И тогда миру всему четко было бы видно, что русский Володя не дает чеченцам жить, захватил их государство и полностью их уничтожает, преследует по всему миру, что четко было бы ясно и видно. А такие, как ты, создают вот такую вот ситуацию, что как будто бы у нас внутренний какой-то между собойчик происходит. إبراهيم أولا Первую русско-чеченскую войну у нас был такой акт неповиновения, да? Когда весь народ как бы не могли сломить. То есть, когда даже они захватывали наши территории, да, там населенные пункты, то народ, он не шел как бы на сотрудничество. И что там происходило? Там по ночам места, где дислоцировались там русские солдатьё, их войска, там, их мочили просто. По ночам их мочили, днем, короче, гражданские были. И вот они из своей техники даже вылезать боялись. Я извиняюсь, они в гильзы ходили по-большому, и эти гильзы выкидывали потом из БТРов своих, из этих танков. Это алкоголик. Он, видимо, под градусом. Да мне без разницы, он алкоголик или нет. Просто он поднял тему, и нам просто по теме говорит, и все. Его личность мне здесь не интересна. Он, наоборот, как груша, задает нужную тему, на которую можно развернуто ответить. Вы за его личность цепляетесь, я не пойму вас. Не, подожди. Я задал вопрос, что он мусульманин, он сказал, что на утренний намаз ходит. А почему ты не на джихаде, когда русский неверный зашел на твою родину, если ты мусульманин? Почему ты не на джихаде? Объясни мне. Но я жду, пока все мусульмане встанут на джихад. Я же один не могу ничего сделать. В Европе, да? Ты сидишь хорошо, да? А ты можешь один человек что-нибудь? Ждет ветра с поля. Жду нового. Жду, в любом случае, иншаллах, Аллах курбан, все будет. А Палестина, почему Вот. ты не в Палестине? Уже Алаудинов войско Иисуса создал. Скоро Иисус там спустится. Ирана, да, вот, как раз сега. Ну, Иран, ну, надо в Украине как раз. Сейчас уже Махди появится, короче. вообще, dans Uruguay, dans Кавер, Леонда, само просто последний, само просто летишь. Ача, Леонда, бусол бауба, 53 лет дождь, еще качу, Эллен, отсумне вохай, и уже вопрос, кацак, как-то да, хозяин. Самом деле, да, довольно. У него столько времени тратить не надо. Лейтенант, свободела. Вот это есть ответ. Так, у нас гости. Давайте, короче. Жидкий Барчебяхкин. Мы на это алкоголика время, у нас гости были. Пускай он алкоголик. Оставьте его личность. Что вы вообще дискутировать не умеете? Я не пойму. Как гей себя Абдул, тебе вопрос. Ты чеченец? Да, я чеченец. Ичкерец, да? Я не ичкерец. Не ичкерец. Я чеченец. Есть да. Ты знаешь, что опции. Твоя родина... Есть только две опции. Есть ичкереец и есть подрусский. Другого.
Я не под-русский. Варианта там Я нет только вообще. чеченец, и все. Слышишь, а ты знаешь, что твоя родина оккупирована? Но я знаю. А что ты делаешь для того, чтобы ее быстрее А освободить? что я могу один человек сделать против А меня? ты где сейчас находишься? Я этим людям хочу что-то доказать. Подожди, а подожди, они где против ты меня. сейчас находишься? Какая тебе разница, где я нахожусь? Нет, ну ты где? Ты где находишься? Подожди, в России находишься или где? Нет, не в России. В Ичкерии? Не в Ичкерии, я в Европе нахожусь. Ну, значит, а что ты помогаешь это самое отрядам ичкерийцев, которые борются Я за... не ичкериец, нахер я должен им помогать. Кто они такие? Да, МТ-85 это манкушт, понимаешь? А, Вообще. ты А ты что? Вообще Это в Европе. Я вообще являюсь находиться в шиитом. Европе. Нет, вот смотри МТ-85, подумай сам, вот как это все работает. Я Человек шиит, приезжает, шиит, понимаете? человек Шиит. приезжает в Европу, просит убежище политическое, да, то есть там едет, во-первых, к кафирам, да, там к неверным, к Христу за пазуху запрятаться подальше. Ну, образно говоря, да. Приезжает сюда, просит здесь убежище, вопреки всем предписаниям, которые четко там в Коране прописаны, чтобы не брать помощь, покровительство у неверных, у иудеев там и так далее. Вопреки всему этому нарушает все это и приезжает в Европе, сдается здесь непонятно вообще по каким там критериям, да, то есть просит убежище от кого? Если этот человек поддерживает там под русского Ахмата Хаджи. И вот так вот эти вот люди, видишь, он там 42 года ему, война когда была, 12 лет ему было. Короче, вот такое у нас есть часть поколения, да, целого, которая вообще, ну, я не знаю, ни с какими-то ценностями, ни с мозгами, вообще ни с чем не дружит. И вот так вот эти люди, у них там на уме, вот сейчас он по-чеченски там что-то выкрикивает, вы не мусульмане, мне говорит, ты не мусульманин, и все. Вот. Больше чего-то разумного там, я не знаю. Ибрагим, ты что сделал для Чеченской Республики Ичкерии? Ты что сделал? Или я тебе что сейчас буду говорить? Ты же впрягаешься за Ичкерию. Ты что сделал для Ичкерии? Ну, то, что я сейчас делаю, уже... Ты ничего не сделал, ты просто как шакал убежал. Гости выступали, мы сейчас не дали им слово. Этот Саид Ветер тоже убежал. Вы убежали просто. Вы не чеченцы. Чеченец не может убежать от врага, понимаете? Вы не чеченцы, вы шакалы. Ну, смотри, ублюдок, ты за языком следи. Если бы вы убежали бы, да, вот сегодня вот такую бы работу информационную... Вы убежали. Здесь не вели. Как раз таки убежал ты, понимаешь? Ты убежал и полностью где-то в памперсе там в Европе спрятался. От кого? Понимаешь? И никакого тебе интереса, вот что с чеченцами происходит, как нам нашу родину вернуть, как нам сконсолидироваться, кого нам там международные институты привлечь, как нам докричаться до мировой общественности, как нам какую-то поддержку там, чтобы оказывали, да, там, я не знаю, как-то организоваться. Вообще тебе это по барабану. Ты где-то сел там в Европе, себе где-то на уме, да, там сидишь, я не знаю, своими делами какими-то занимаешься, сюда зашел и какую-то мораль здесь хочешь читать. Он что, сбежал? Черт его знает, то ли его другой модер выкинул или одним, то ли он сбежал. Абдул, ты что, сбежал? Ибрагим, إذا قعدت إنك شيء تريجازر تون خانسة شو أبغى بيستخليت هو بيستخلوش مش هو كون قد واش تلقى وكذا شو ما تل بيستخلوش بيستخليت ما بيز. Ну, между Тем собой более мы здесь. сегодня на русском языке, я говорю, это черт, он не чеченец. Я говорю, чеченскому языку можно родному языку за 2 года научиться. Это алкоголик, видишь, под градусом человек. Ты что с ним беседуешь? О чем говорить со свиньей-то, а? Хрюкать, что ли, с ним?
Не, мы просто... дело в том, что у нас радио называется радио свободы. И мы даем здесь высказываться даже свинье, даже если она хрюкает. Поэтому выкидывать отсюда людей, как бы, у нас нету задачи. Здесь просто можно аргументировать и разложить все. Проблема в том, что мы вот переходим на личности, там его свиньей, там 5-10 называем, на его уровень опускаемся. И весь эфир у нас уходит в какие-то дрязги. Он задал какой-то вопрос, пускай он Я свинья, всегда, пускай ребята, я он всегда призываю не опускаться до их уровня. Я призываю своих украинцев не опускаться, не уподобляться им. Я понимаю, что эмоции, это, ну, надо эти, понимаете, выражать эмоции можно не обязательно без этих кацапских свинячьих слов. Вот, понимаете, а есть, можно просто эмоции выразить так, нанести, что они будут Нет, гореть. таких выключать надо. Но если мы 5-10 минут дали, но видно же дальше, что с ним беседует, о чем говорит, он ни в чем не разбирается. Он и не собирается о чем-то разговор вести, видно же по нему. Ну, не проблема, зато мы можем показать, да, вот как, во что превращает. Вот, например, для украинцев хороший лайфхак. Вот если, что происходит, когда если ты как бы смолодушничаешь... Погружаешься в русский мир, да. Да, смолодушничаешь и погрузишься, да, вот русские пришли, ну и что, с ними можно сосуществовать там, и чтобы даже не думали о таком, да, потому что ты становишься либо вот таким манкуртом, либо уже вынужден, короче, каким-то пушечным мясом, да, уже на другие фронты, когда тебя будут гнать. Так, Маюш у нас вышла на фоне вот этих. Вот это для украинцев, вот это хорошее. Тебя плохо слышно. Для украинцев это хороший пример, говорю. Если вы, не дай бог, проиграете России, во что вас превратят русские? Вот этот пример вам, украинцы. Брат, мы никогда им не проиграем. Если наши детей, слышишь? Постарайтесь с ними договориться, или что-то там уступить. Нет, договора не будет, вот. Не будет договора. Да. Вот это они превратят вас. Ты понимаешь, они никогда нас не одолеют, потому что это уже не те годы, понимаешь, послевоенные. Ну, я знаю, я говорю, не дай бог, поэтому я говорю, я знаю это, я вообще говорю, пример. Ты понимаешь, вот. это, понимаешь, мы их на запчасти будем разбирать. Это будет такая партизанская война, что... Вот смотри, представь себе, вот человек все видел, все, 12 лет ему он говорит, как Ибрагим говорит. Его по подвалам мама, наверное, таскала в то время под бомбами русскими, чтобы он не попал. А сейчас он переехал в Европу, поддерживает Россию, Ахмад Хаджи, туда-сюда. Нет, 42 года. Абу Кирилл, да. Не маленький, вот мне 46, да, когда... Я говорю, тогда 12 лет его под бомбами таскали. Вторая война, когда начиналась, мне было 19, да, и я там сам купил оружие, вышел, короче, где-то там ходил. Но потом, что у нас произошло-то? Она же в 99 году не закончилась, эта война, примерно до 2000... Ну, я где-то до 2005 считаю, что она в любом случае длилась. Ну, до 7-8 очаги ее как бы все равно продолжались. Хотя там уже вот эта религиозная тема, Эмираты, Кавказ там и так далее. Тем не менее, там партизанское какое-то сопротивление шло. То есть, если ему там на старте, сколько ему лет, если на 4 года он меня младше, то ему... Когда война начинается 15, но потом она еще же 6-7 лет длится. То есть он еще там заходит,
хочет кому-то сказать, что кто-то там где-то не участвовал или сбежал откуда-то. Если бы сбежал как раз-таки, вот как ты, где-то, я не знаю, в норку бы засел бы там, занимался бы своим делом, плевал бы на всех, всех бы обвинял, вот этот это сделал, тот то сделал, Шамиль это сделал, Ахмад Хаджи спас там кого-то. Сегодня ничего, как бы, никто не уходит, ни от кого обязанности не уходят. То есть весь чеченский народ, как будто бы там война была, но была и закончилась. Ничего не закончилось. То есть мы находимся полностью в оккупации русских. Они захватили нашу территорию. Все чеченцы должны всеми способами, всеми методами, кто как может, работать на общий национальный интерес, чтобы мы вылезли из-под этого сапога. И никто ни от кого обязанности там и ответственность, она, короче, никто из-под этого не уходит. Ну вот, без разницы, чиновник, Европе, гражданский или кто. Ахмад Хаджи, если спас Ребята, Чечню, кто-то понимаете, в с территории Чечни тоже можно, знаете, так где-то у вас есть там ребята молодые, талантливые, могут так, знаешь, посоветоваться у наших ребят, где-то по каким-то каналам, вот, соорудить какой-то дроник и оттуда ближе полететь. Он полетит куда-то там, понимаете, куда надо. МТ-85, это вообще была бы не проблема, понимаете? Просто вот эта ситуация у нас как бы джамшутизировали, понимаешь? Из-за вот этих смотрите, религиозных... ребята, смотрите, Ибрагим, извини, что я тебя перебил, смотрите, ваши мужественные ребята шли с калашниками в открытую, понимаете, вот, там где-то в зданиях заседали, а это не нужно, потому что у них силы больше. А так где-то тихонечко на кухне, где-то или в другом, чтобы никто не видел, соорудить птичечку такую, подцепить к ней там игрушечку, и где-то там увидел там где-то что-то такое интересное, и послал эту птичку туда, и все, и залег, и больше ты никуда не показываешься. Она сделала работу, 3-4 месяца ты ходишь себе как нормальный человек, а потом через 3-4 месяца можно снова сделать. Если бы так... Это можно делать, если у тебя твое национальное самосознание на месте. Когда у тебя твое национальное самосознание украли посредством вот этих всяких идеологий, каких-то там религиозных приемов, то ты уже, у тебя интерес перефокусирован куда-то на Израиль, на Палестину, на непонятно что, понимаешь? Да, это большое горе, что люди, которые находятся в оккупации, в рабстве, они поддаются на вот эту, как говорится, стратегию ФСБ, КГБ, ФСБ, что они их натравливают. Вместо того, чтобы эти люди думали, как освободиться, они подчиняются этим структурам ФСБшным и их используют как собак, натравливая на другие народы. Вот да, ты сидишь в оккупации сам, а тебя в голову били, что где-то там Палестина, его надо освобождать, а ты счастлив сам, понимаешь? Что я хотел сказать? Почему я не мог не промолчать? Это свинья, это прикрываешь чеченцам. Сегодня много народу прикрывает чеченцам, хотя они не являются чеченцами. И очень много зла принесли чеченскому народу. Почему я не смог? Потому что я из Чечни не убежал. Когда началась война, что я мог дома говорил тем, кто едут в Украину, не езжайте туда, все рассказывал, это не наша война, мы опозоримся, мы и так воевали, все. Даже сказал, все, кто на нас, все знали, что я сказал открыто, кто в Украине погибнет, на того похороны я не пойду, я и не ходил на похороны. Потом вижу уже дальше, война не кончается, дальше что-то надо. Я уже дома не стал паспорт делать, поехал в Россию, сделал паспорт, приехал и
сдаваться не стал. Доехал до Медыки, купил билет до Львова. Ну, там, я знаю, что на границе тормознут. Водитель мне говорит, что тебя все равно выходи. А в Медыке я вышел. А до этого я позвонил, который воюет, что я еду в Стамбуле, набрал Закаевских. Типа я специально приехал. Ну, они там, я уже к ним, у меня отношение совершенно другое. Я что говорю, приехал в Медыку, там звоню. Там, тебе надо было заранее позвонить, потом выехать туда-сюда. Ну, не получилось. В Перемышле, в гостинице пожил немного. Деньги кончаются. Я говорю, у меня деньги кончаются. Нету определенности. Ну, тогда вернулся я. И потом я сдался. И еще несколько вариантов пробовал. Последний вариант был Легион Свободы России. Там через спецслужбы, Закаевским опять там звонил я. И так 4-5 вариантов я пробовал, чтобы попасть в Украину. Хотя я не молодой, мне 57 лет скоро. Но я знаю, что в свое время у меня сил не было, помощи не было, что воевать. Что я мог, я сделал. Но когда у тебя сил нету, оружия, ничего нету, что ты сделаешь? Что я мог против России, я сделал. Но сегодня, думаю, в Украине есть и оружие, есть все, есть. Теперь-то я со своей стороны, что я там не сделал, думаю, сделаю сейчас. Хотя дух у меня тот же. Вот эта свинья сюда приехала, он завтра поедет, у него, может, и билет куплен домой. Они же домой туда-обратно ездят себе, эти свиньи-то. Вот они и в Европе чеченское имя позорят, эти твари-то, прикрываясь чеченцев. Никакой боли у них, никакого вот этого чеченского, у них ничего нету. Ничего у них не болит. Продажные свиньи-то. Хорошего, ничего, я при всем желании хотелось бы сказать про них хорошее, но если он хрюкает, я же его не назову человеком. Я его хочу человеком назвать, а он хрюкнул это время. Как я его человеком назову, тем более чеченцем. Вот такое дело. Я все. Да, надо помогать. Вот если бы он действительно был чеченец, он бы помогал отряду Джугара Дудаева, вот, это самое, вот, и Мансура, это самый отряд. Вот. Поэтому есть кому помогать и, как говорится, показать свою патриотичность. Вот я связывал с человеком отряда Мансура. Я уже уехал, я говорю, уехал. Он говорит, тебе сначала позвонил бы, мы тебе отдали бы ответ. Я уже говорю, мне, где я остановиться, где буду я останавливаться? Европа, где? У меня же нету денег, нету возможности, где ночевать. Я говорю, я еду уже, все, я в фликсбусе, автобусе еду. Ну, никто не может ничего, хотя там они громкие заявления делают. Я свои фотографии, что не сомневались, все о себе рассказал. Я это такой, лицо мое, все полностью, чтобы давайте. Я не знаю, у меня этим людям отношение изменилось. Потому что я со своей стороны как старался. Все, перечеркнул свою жизнь, думаю, сейчас поеду, и на тебя наплевали со всех сторон. Представь, ты уже на кон ставишь, все, пускай будет, что будет, и давай, я поехал. Так вот ты понимаешь, что обидно, потому что вот такое отродье, это не только у вашего, это у нас полно такого отродья, украинцев есть. Вот, потому что, смотри, вот Дудаев, он мог прекрасно выйти на пенсию, прекрасно там где-то остаться в балтийских странах, где он там служил, понимаешь, и жить себе там припеваючи. Вот. Тот же Мансур, который, это шейх Мансур, который до последнего боролся, вот, как он в этих горах, вот, уничтожал этих колонизаторов. А вот эти, понимаешь, мандавошки, вот, прыгают, вот, и подпевают этим самым, тем же самым колонизаторам прислуживают. Нет, там проблема, знаешь, что он про Дудаева сказал, что он не еврей, горский, а Ахмад Хаджи спаситель чеченцев. Спаситель чеченцев, представь.
Представляете? Слышишь, как только человек неугодный Москве, он сразу становится евреем. Да, Мусульманин. Ахмад Хаджи спаситель у него. Да. И нам говорят, вы не мусульмане, все. Да, ну так я же тебе говорю, что когда человек, вот мусульманин, не угоден путинскому режиму в Москве, он потом его делает, этого человека делает евреем, понимаешь? То есть это уже при помощи КГБ, ФСБ, арабов, этих палестинцев, понимаешь, они воспитали и привили, и раздули вот эту ненависть до такой степени до Израиля. Вот. А вот эти все слепые мусульмане, русскоговорящие, понимаешь, вместо того, чтобы отстаивать свои страны, они подвязываются помогать каким-то бандитам, которые тот же свой собственный народ уничтожают, гнобят, издеваются над ним, прикрываются им, понимаешь, и все остальное. Но зато они мусульмане. Бред, да? Такой конкретный бред. Через одного человека с Украины связался, ну, он со спецслужбистами, по закрытой связи говорили. Я говорю, если вы сомневаетесь, я говорю, я там не собираюсь где-то там. Я напрямую в окопы согласен. Потому что я говорю, я участвовал, мне самому то, что я не до конца это прошел, у меня удовлетворенности нету. Потому что видя, что какое зло они на моей земле творили с людьми, и видя некоторых парней, как они убегали, я знаю, что я свой долг не закончил. Я говорю, я буду прямо на передовой согласен. Он мне говорит, у нас там спецслужбистов, другие задачи, мы тебе Чечню. Я говорю, я в Чечню я уже не смогу поехать, потому что мне сразу на границе, потому что я в Стамбуле 2 раза консульство Украины ходил, там обращался, там вот я приехал, там я был участником туда-сюда 1 раз. Они там у меня все данные с ксерокопии взяли, время прошло, думаю, время идет, еще раз пошел. Я говорю, если хотите, я боевые съемки, у меня несколько съемок есть. Он говорит, это не я решаю, спецслужбы решают. И там, оказывается, эти российские спецслужбы же наблюдают. Вот, и они со мной парень был молодой, и они его там как-то разговорили. И потом, видите, узнаем, что они спецслужбисты. Вот такое дело. А эти свиньи-то прикрываются чеченцами. Я просто держать не могу себя, когда вижу. Вот представьте, дома какой-нибудь шишка средней руки присмыкается перед женой, его детьми, взрослые люди, здоровые чеченцы. Во что нас превратили? Перед женой, детьми присмыкаются, лижут, чего только не делают. Ну, я не хочу, чтобы народ вот мой в это превращался-то. Как можно вот спокойно наблюдать за этим? Эти же люди не для этого, чтобы эти свиньи, которые власти пришли, чтобы это творили. Не для этого умирали люди-то. Я все. Вот мы с Ибраимом были на одном стриме, понимаешь, я тоже говорю, ну вот смотрите, у меня в Украине 2 украинки, 2 женщины, 33 и 19 лет, молодые женщины, разговаривают українською мовою, розмовляють. Вот, мають документы, паспорта, все документы, все, государство жили. Они совершили теракт. Они преступницы для меня, они уже не украинки, они преступницы. Поэтому, если ты мусульманин, и ты видишь, что это режим преступный, который убивает такого простого же человека, мусульманина, как тебя, в том же Иране или в той же Газе, подставляя этих детей и жен за ихними спинами и под ихними юбками прячутся, понимаете? Вот. То какой он тебе брат? Какой? Он преступник. Он преступник, у него ничего нету, ни мужского, ни святого человеческого ничего нету. Он прикрывается детьми, как вот эта москальня в Донбассе. С домов многоэтажных стреляли по нашим ребятам. Они стреляли с Ростовской области, вот, системами ГРАД и другими системами дальнобойными. Обстреливали нашу территорию, и тот же Донецк и Луганск они обстреливали. Вот. Они прикрывались людьми.
Да сам же этот окурок сказал, когда там есть, я могу вам найти и включить, вот, он сказал, вот, что мы не собираемся с Украиной воевать, но если получится, мы станем сзади женщин и детей, и стариков, и пусть посмотрим, как они будут стрелять. Это офицер говорит, понимаете, который себя дослужился до подполковника, языком себе 2 звездочки вылизал, вот, стукачеством своим. Какой же ты офицер? Ты, блин, чучело ты гороховое. Так что, ребята, вот смотрите, у нас в Украине есть разные национальности, у нас никогда не было. Я никогда не слышал, чтобы мой народ у меня дома, там где-то на Тернопольщине, вот, на азербайджанца плохое слово сказал, или там на другого, на грузина сказал, вот, это самое. Вот. Я только слышал слово биджо там, да, грузинам. Биджо это друг, да? Вот, там, и все. Вот, ассалам алейкум, там я на рынке люди подходили, здоровались с азербайджанцами и все остальное. И тех же поспрашивайте вот этих всех ребят, которые были у нас там в западной части Украины, вот, и так по Украине, они не скажут, что там... А если кто-то что-то сказал, то это точно вот это самые любители русского мира и ждуны. Такие у нас есть подонки, которые координаты дают, которые вот эти все крестики рисовали для того, чтобы бомбить и это самое. Краской световой красили, чтобы оно в ночное время отражалось, это самое, чтобы куда пускать это снаряды и бомбы. Вот. Есть такое. Вот. Но когда поедете в Россию, посмотрите, вот это что последнее время с этими таджиками вытворяли они. Вот. Что, это вообще это уму непостижимо. Но вы взяли их, вот, ну так взяли, так а какое ты имеешь право? Ты группа захвата, ты что, прокурор, ты что, судья? Вот. Ты какое имеешь право без суда и следствия членовредительством заниматься? Это звери, понимаете? Это звери и все. А с азербайджанцами как они? Столько лет они ничего не вспоминали, а потом вспомнили, что когда-то 20 лет назад эта группа какая-то там сделала. А где же вы были 20 лет? Почему вы до 20 лет правовым методом не доказали вину этих людей? Почему силой, избиением и вплоть до того, что лишение жизни человека? А? Это жестокость, это варвары, и все. Это даже, понимаете, это же даже не средние века, это какое-то пещерные люди. Мы сегодня живем в таком время, когда мы, каждый из нас цивилизованный человек, который пользуется телефоном, не каким-то там скалкой, чтобы огонь добывать, а мы умеем пользоваться телефоном, умеем записывать видео и все остальное. Вот. И вот эти все преступления, они никуда не денутся. Это будут видеть наши дети, внуки, правнуки и все остальные поколения. И я вот всегда говорю своим украинцам, я разговариваю с русскими на советском, так называемый русский, потому что я их русскими никогда не считал и не считаю. Это уже так иногда, это москали, московиты. Вот, они себе украли, присвоили вот это Россия, вот, и русские. Это им так захотелось быть, понимаете, потому что они не без корней и племени, вот. И они не знают, какого они семени. Вот поэтому они и хотят Украину уничтожить, чтобы не было воспоминания о Киеве, о Киевской Руси. Точно как они себе присвоили
Россия, точно так же они хотят присвоить, что Киев это их город. Вот и все. Как я вчера задавал вопрос там одному, они же меня заблокировали, но я потом отписался, потому что, наверное, модератор какой-то заблокировал меня. Вот. Ему не понравились мои вопросы, наверное. Вот. Поэтому я вышел с этого стрима и отписался. Вот. Дело в том, что я им Мы задавал... там вместе, по-моему, были, да? Да, вместе были. Вот. И это самое, там же, ты ж видел, как некоторые там кидались, там слюна аж через мой телефон мне в лицо летела. Я говорю, успокойся, потому что уже слюна мне глаза забрызгала твоя. Вот. Это я задал вопрос, говорю, а кто построил Иерусалим? А? Палестинцы построили, подгорают. Они же не знают ни истории. Вот это им накидают, вот как москали заходят, им тоже методичку дадут, они там такую чушь несут. Ну, это... Они, на украинской трагедии сейчас пытаются паразитировать. Как бы поддерживая так, якобы там украинскую сторону. Ну да. Втираются там в доверие и начинают вот я так тонко намекнул, слышишь, Ибраим? Я так тонко намекнул, говорю, вот смотрите, вы ненавидите евреев, а у нас же президент еврей. Я говорю, а мы его уважаем. Вы, говорю, поддерживаете нас, украинцев, а мы поддерживаем нашего президента еврея. Он хорошо выполняет свою работу. Он хороший дипломат, хороший переговорщик. Он хороший политик. Был хорошим артистом, стал хорошим политиком. Я говорю, да. Сомнения какие-то. Вот там был один, который вообще агрессировал там, да, в мой адрес. Да. Я там, когда начал русским вопросы отдавать, он сразу позицию русского занял. То есть сразу как бы там грозился меня отключить. Он, оказывается, вообще работал в оккупационном режиме там. Ямадаев был такой русский герой России. Вот как бы в его вот этой вот русской группировке, русском бандформировании. И теперь как бы на украинской теме они, используя, скажем так, вот эту вот трагедию, войну, как бы и пытаются аккуратно как бы чеченцев перенастроить со своего реального врага, да, там куда-то вот туда, на Ближний Восток, на Палестину, на эту самую там. Отодвинуть от России, отодвинуть стрелки, направить на Израиль, да? Понятно. Да, я специально там вот эту тему затронул, потому что сегодня в оккупированной Чеченской Республике полностью палестинский вопрос, они там день и ночь пропагандируют это антиеврейские настроения. И вот вы якобы позиционируете себя как бы сторонниками Украины, да, в русско-украинском вот этом конфликте. И тут же у вас одна и та же как бы, я не знаю, идеология, одно и то же мнение относительно там Израиля и Палестины. Но они не давали там как бы высказаться, поэтому сложновато было. Потом какой-то опрос делали оккупированным, деоккупация Палестины или что у них там было, короче. Ну да, меня задавали тоже вопрос, вот, и я сказал, говорю, значит, смотрите, это не ваше дело, это уже много раз было, и нужно это делать, нужно садиться за стол переговоров, вот, и вплоть до того, что Израиль должен опросить свой народ,
готовы они эту территорию отдать палестинцам, а палестинцам нужно тоже опрос сделать, готовы ли они быть самостоятельным государством, но только чтобы они завтра не сказали: Израиль, дай нам воды, дай нам газ, дай нам электричество. Вот, все. Значит, граница, заграждение и все. Подписали мир, значит, ваша территория. Вот, если с вашей стороны летит ракета, мы снова поднимаем наши истребители, бомбардировщики и наносим удар. И не обижайтесь, блин. Все. Так они там прыгали аж до потолка, блин, понимаешь? Какое ты имеешь право, там, и все пошло и понесло. Я говорю, вы меня спросили мнение, я отвечаю, говорю, это не вам решать, блин. Это два народа, они должны. Вот мы тоже готовы, наш президент готовый даже с этим преступником, который сесть за стол и сказать: ты хочешь мира, забирай свои войска, забирай своих уродов, полностью освобождай нашу территорию, подписываем на бумаге о том, что мы друг друга не будем бомбить и все остальное, обстреливать. Все, а дальше другие вопросы будем... Так, прервалось. Интернет пропадает, да? Да, вот на последний момент прервалось. Я вот, МТ, мы вот проводим здесь уже, я вот в этом общественно-политическом деле с 2014 года. И по каждому там, я не знаю, там, нечеловечному там действию, там, нарушения прав и так далее, мы каждый раз пытаемся собрать людей, вывести на демонстрации и вот хотя бы показать, да, свое недовольство там вот этой вот оккупационной системой, которая там делает вот этот произвол. И люди, которые вообще не приходят ни на общественные вот такие мероприятия, никогда вообще боятся, бегают от нашего флага свободной Ичкерии. Там пацана где-то на бутылку посадят, да? Такой там момент был. У русских, у него же там в тюремной системе давно вот эти вот извращенные методы они постоянно практикуют. Это сейчас и на военнопленных будет видно, к сожалению, да, там. И, скажем так, вот это насилие там всякими дубинками, швабрами, бутылками. И это недавно как бы началось. Это вообще-то испокон веков, там, когда на кол сажали и так далее. Им же разрешили. Им же разрешили применять это самое. Ты же не знаешь, да, что... Да. И я что хочу сказать. Вот на этих каких-то мероприятиях, да, когда мы выходим и показываем свой протест к этому всему, вот этих людей вообще ты не найдешь днем с фонариком. То есть они вообще ни в каких процессах не участвуют. Вдруг тут какая-то палестинская тема, да, эти люди выходят с нашими государственными флагами, с нашими флагами свободы, которые для них тагут. Вот в нашей ситуации, да, когда мы свой протест делаем, они там находят отговорки, типа там наш флаг чеченский, это флаг недопустимый по исламу, там какой-то тагут, скажем так, ересь, да, там противоречие там религии, туда-сюда, всякие силуэты, волки, там это неприемлемо. А тут, когда тема Израиля, палестинская тема, берут эти же наши флаги государственные и идут туда с какими-то лозунгами антиеврейскими. То есть вот эта провокация, которая происходит, да, там... Деньги еще, Ибрагим, там деньги, понимаешь, там есть кураторы, которые туда заходят, понимаешь, вот, и все, и они еще платят деньги, выбрасывают, понимаешь, это все есть такое. За счет вот этих лаптиногих, которые там
ходят при 60-градусном морозе, они ходят там в этот сортир на улицу, ну, вот где-то, понимаешь, а их деньги, не имея ни душа, ни туалета, их деньги идут в Европу и покупаются европейские политики, и потом вот такие Да, совершенно верно. В особо крупных размерах, кстати, покупаются. Да. Потому что на такие дешевые подачки здесь не ведутся, да, потому что люди нормально, достатки живут, там, им это не нужно. Но когда особо крупные здесь, вот эти нули там сзади, длинные прибавляются, вот тогда уже это работает. И вот эти все... Да, говори. Не, я закончил. Да. Вот, ты понимаешь, вот эти все европейским политикам, им нет смысла заниматься какой-то коррупцией, такой, знаешь, внутренней коррупцией, понимаешь, какие-то. Они занимаются внешней коррупцией, потому что за внутреннюю коррупцию 100%. придет, понимаешь, придет другая власть, и они это расследуют и могут посадить. А так они занимаются внешней коррупцией. Да, как бы своему государству не приносят вред, а вот там кого-то на сиденье там. Почему бы не отдать? Вот, а они получают это самое от Путина за счет, который оббирает свой народ, вот, который продает все эти... Сначала он себя обеспечивает, своих дружков, а потом и второй эшелон денег идет на друзей европейских политиков, которые, ну, можно сказать, можно так открыть. Так, интернет лаганул опять. МТ, если что, не слышно. Ну, вот это вот, скажем так, заигрывание, да, якобы нам тут вот нормально, почему бы там кого-то на откуп не подкинуть, то есть кем-то пожертвовать, да? К сожалению, вот эти заигрывания, они ни к чему хорошему уже не привели. То есть уже вся вот эта ситуация вышла из-под контроля. И, короче, когда какого-то преступника не привлекают к ответственности, а более того, его еще с ним как бы заигрывают, его легализуют, то в итоге, короче, всем бывает плохо, вот что как раз и наблюдается. Так, админ, понял тебя. Так, МТ у нас не слышно. У МТ либо с микрофоном, либо с интернетом проблем. Бусалнах, набойна тахан. İbrahim çocuktu, çavat var, vindettim çocuğum parmak olça. Tiem uyarıştan İbrahim. Sa yerden olçayır, tehciyelasa. Тема у нас евреи, везде одни евреи.
То есть вот эта тенденция, которая в интернете сейчас набирает обороты, да, там антиеврейские настроения, вот эту пропаганду там, или, скажем так, блокаду, да, ее надо прорывать. Вот то, что я вчера или когда это было, у моего тезки был на канале, и то, что я там увидел, это ненормально. То есть люди в открытую пропагандируют как внутричеченскому обществу, там ненависть антиеврейскую, так и создают в среде евреев античеченские настроения. Потому что если вот эти ублюдки по всему интернету лазят, короче, и пропагандируют это дело, а альтернативы нету, то складывается впечатление, что все вот такие. А это очень пагубно и так для уничтоженного имиджа чеченского народа. Никакой вражды с евреями у нас нет и быть не должно. Ни с евреями, ни с другими народами. Вот. Единственная у нас проблема – это русня. Полностью поддерживаю Ибраим Юрьевич. От вахтали донцатун вадек деза. Отцал сялхана маалардаса дюни мялу дасприс наштхал богош. Ваше государство создать шадек доктор страна шелу, да ищут та самосудья, та от кого-то зависимо бац, под кого-то бачше государство, военная шел, техника, оружие, армии, государство, шадом доктор. Это нам не интересно и абсолютно, это не по нашей sorry, jag blogg hasta holdsna царц дуатхол лилдос царц всех эфишер хажанец лома на царь барят милюхаем вообще юзим барят ща личность милю это вообще повышение теннис, то есть армия тут бештух еврейши сахалч от эфишер маали барят она очень умная женщина Ибраим, поверь мне, и Ибраим скох ломаевс по очереди приглашать, то есть обучение пройти, даже все это через нее проходит, представь, то я уже подготовленный солдат твой, и распространить, распределение улицы, это полностью вместе легкой должности, видел в военной базе. Поэтому в тебя всегда информацию, свежую информацию, круг из эфира коешь барят, можно с тобой там это пригласить, хунятин бож. И царь ближе держаться до войдухола, хоча сомшу, чую, что духа маяти. Насколько я вижу, всегда духчему, хуцакит, еще всегда задаются, помоги, Амина, урсюк, уж переводишь, уж еще дацакит, это адабиал, басукич, хаз, гадкама тахьяш, ишт, масса, тхули украинш хакку, царца, ишт, эфишич, больше подпись халяри ахьяцу, Ибраим. Ну и сомнений, он просто, хайдик хорду. Не, я тоже согласен. Вообще-то у нас тема, она настроена как бы на внутричеченскую среду. Да, вот у нас первая проблема – это сконсолидировать нормально меняемое общество, там, подтянуть национальное самосознание, как бы выудить там, чеченцев, которые придерживаются там, демократических, правовых ценностей, то есть вообще
думают государственным мышлением. То есть вот такое, да? И поэтому как бы мы пытаемся нащупывать через вот такие вот общественные площадки своих единомышленников. Но тема такая, что с внешней средой, с внешней общественностью тоже надо работать, да? Потому что у нас на внешних фронтах одни джамшуты, то есть установители Коранов, сунн, установители шариатов, халифатов ходят и лицемерят, вообще ведут себя подло, непристойно, вообще неприемлемо для среднестатистического там чеченского, чеченца, да? Вообще противоречат культуре нашей, там, все вот эти наши кодекс, там, наш кодекс, наш самобыт, короче, полностью не то, что сами от него отошли, а еще пропагандируют вот этот вот дебилизм еще другим. И вот так еще преподносят, как будто бы, то есть люди придерживаются, по сути, своих идеологий, там, всякие саламы, вот как эти, там, в Украине криминальная вот эта среда была, и там относящиеся к этим батальонам, там, всяким, до второй еще русско-украинской войны, были привлечены там к уголовной ответственности. И там какой-то уголовный процесс шел, и этих людей, расследование там велось, они там своровали картины. И это там, об этом статью в газете печатали. Во время вот этого ограбления там, или что там было, да, на преступниках были перчатки, то есть, чтобы не оставлять отпечатки пальцев, они одели перчатки и таким образом совершали свое преступление. И потом, по всей видимости, когда это дело начали расследовать, там очевидцы, и всплыло дело про перчатки, и тогда они заявляют, что у нас, у чеченцев, не принято брать голыми руками картины, поэтому, короче, мы одели перчатки. То есть свою криминальную сущность, вора, я не знаю, там, которому можно там воровать у кафиров, там, картины, заниматься всем что угодно, там, жульничать, я не знаю, чтобы свою потом вот эту криминальную там или религиозную идеологию или свою криминальную сущность, чтобы ее оправдать, эти люди просто берут и накидывают. То есть мы, оказывается, бабузяны здесь голыми руками картины не можем трогать. Да у нас отличные художники есть даже здесь, там, в Европе, хотя это дело развивать нам не дают. Нам пропагандируют, что нельзя харам, картины рисовать и так далее. Именно вот эти вот деятели, именно вот эти идеологически там, как бы, ведомые, которые точно так же, как бы, сущность которых криминальна и так далее. То есть вообще нам свою какую-то вот эту вот, свой мусор какой-то, грубо говоря, да, который они понахватали, там, идеологическую, там, криминальную, это берут, перекидывают на чеченцев. То есть у нас какие-то обычаи, традиции, видите ли. Я не знаю, там, кто-то там религиозно к чему-то подвязан, там, по религии ему вот так нельзя, вон, руку давать женщине, там, по религии нельзя. Он говорит, у нас у чеченцев. Да, у нас у чеченцев руку мужик мужику даже не дает. То есть в нашей традиции не руку давать у нас, как это у других народов, там,
приветствие, а мы приобнимаем друг друга. И в том числе женщин приобнимаем. То есть знакомых, близких, людей, там, с которыми мы ведем родственные связи, отношения. То есть у нас уже близкие друга, товарища, к которым мы приходим домой, у которых мы и ночуем, у которых мы кушаем вместе, сидим. То есть мы уже их, сестры, матеря, жены, нам уже становятся автоматически близкими. И при встрече мы приобнимаем друг друга. А тут нам говорят, там, кафиры, мафиры, руку нельзя давать женщине. Да, и руку у нас между собой, у нас не принято руки, да, даже мужчинам, повторяюсь. И свою вот эту идеологию, там, религиозные предписания, эти люди берут, перекидывают и говорят, что вот у нас у чеченцев не принято. Нет, у меня по салафизму или кто-то там, да, там, у меня по моим религиозным убеждениям не принято руку давать. Вот так, как есть, скажи, все, тогда все проблемы отпадают. У нас не будет тогда нужды разъяснять. Но вот так вот, то есть все люди вот эти здесь, которые заполонили этот интернет, пропагандируют вот это вот свое дело, прикрываются чеченскостью, там, чеченцами, и, соответственно, на эту площадку нам тоже надо будет заходить и разъяснять, что на самом деле происходит, и что можно чеченцам, что не можно, наш какой-то там самобыт, культура, как это все работает. Альтернатива нужна этому. Потому что вот этим вообще плевать там на чеченские устои, там, главное, чтобы установить там свои идеологические вот эти секты, там, их учения и так далее. Да, вот Дрон пишет, как дочь федерального судьи Янгульбаева заявила, с ним поступили жестко по-чеченски. То есть дочка федерального судьи дает интервью телеканалу «Дождь» чечено-ненавистникам, дочь чечено-ненавистника Янгульбаевской, то есть у которого удостоверение с подписью Путина действующее, и которая дает интервью и разъясняет, что в Чечне нет никаких законов, там действует по-чеченски. То есть русское битье током людьми, русское сажание людей на бутылки, русские все вот эти вот пытки, там, извращенные вот эти методы. Вообще русская оккупационная власть, которая там установлена и которая полностью ответственна за все, дочка федерального судьи перекладывает всю их преступную деятельность на чеченцев. Там нет законов, там действует по-чеченски. Да, а папа вот как раз говорит, я ненавижу Чечню и вашего Кадырова. И потом они открывают в интернете, телеграм-каналы Адат, который сейчас переобулся в Нису, и который дальше пропагандирует все вот эти вот русские СМИ, Кавказ Реалии, тот же Дождь, там, Кавказский узел, Новая газета, что там у них еще, Настоящая Россия или какая она. Вот так вот эти люди работают, и вот эта площадка русскоязычная, с ней тоже что-то надо делать.
Так, где у нас спикеры или желающие подискутировать? Ага, МТ, извиняюсь, только что заметил. Принял. А сейчас меня слышно? Сейчас слышно. Потому что я к тебе обращался, а ты меня не слышишь, поэтому я вышел и перезашел. Да, с этими вот этими всеми стикерами, спикерами, которые приходят на ТикТок, понимаешь, они тоже многие, да, действительно есть, которые, ну, хотят изменить страну свою по-настоящему, а есть просто, которые прикидываются, понимаешь, что они такие как-то, понимаешь, оппозиционеры, вот, а их просто заслали для того, чтобы они заходили на стримы, устраивали бардак, чтобы раздор был, понимаешь, среди чеченцами, среди украинцев и все. Вот, понимаешь, и все. Некоторые, может быть, и приходят, выдают себя за украинцев, они вообще не имеют никакого к этому отношения. Вот так это дела. Ибрагим? Да, я слушаю. Да. Ну, я пойду отдыхать. Давай, я подписался на тебя. Все, так что будем встречаться. Отлично. Да, мы тут часто проводим все равно эфиры. Так, я тоже все равно вижу, да, где вы там находитесь в какой-то группе. И мы в некоторых группах все равно пересекаемся. Да. Всего хорошего, счастливо. Ну, все, всех благ, спокойной ночи, да? Спокойной ночи. Ваш Ойл, оставайтесь свободным. Так, что-то у нас тишина сегодня. Рома Исаков, ultra буду пармат, ultra вообще да? Короче, все пока в религиозные темы уходят, там более, видимо, интересно. Ну да, это как бы тоже наша боль, я бы сказал, да, то есть наша проблема. Участок, на котором больше всего нужно добиваться успеха. Без этого как бы наше общество, оно не вернется к нему не вернется национальное самосознание, и соответственно мы вот так вот будем и дальше деградировать. Хорошо. Так, Ломаев, Игудут я селок. Ну да, это моя боль. Да, это наша боль, это наша главная проблема. Как Удугов тоже говорил, это сегодня впервые мы нападем на кефиров, это и есть наша сегодняшняя проблема. Ништунду дикту масана дересху
Талант, а я взял и на сегодня завершаем. Важно было, короче, тоже с израильтянами, с евреями поговорить, разъяснить, что происходит. Еще мы впредь будем это впоследствии делать обязательно. На сегодня тогда завершаем. Масумаш ойл. Все оставайтесь свободными, будьте свободными, пребывайте свободными. Адыка. Вахтеш, Азитуш Завани Озашка, Диардо, Савесет. Вербия, Айден Орам. Айдей Рилх. Айфоуат. Just